о, Алекс Terrible, уважаю, люблю твою музыку. Я всем говорил, я буду рок-звездой, по всему миру известен. Тебя подписан Шакил О'Нил? It is what it is, потому что я русский. Ну, во-первых, осуждаю. Иди сюда. Обалдеть. Юрий будет дуть! После замедления Ютуба в России нам особенно нужна ваша поддержка. Если вам понравится выпуск, обязательно нажмите на лайк под этим видео. Саша, ты 10 лет назад был YouTube-блогером с Урала, а сейчас ты лидер, возможно, самой известной за границей российской группы. Вы живете в Америке, вы гастролируете по миру, вы только что откатали тур с Мэрилином Мэнсоном, где вместе с Five Fingers Death Punch вы его разогревали. О том, как все это было возможно, очень хочется с тобой поговорить. Сразу скажем, мы с тобой встречаемся в Бостоне и его окрестностях, потому что у вас здесь фестиваль, здесь ежегодный металл-хардкор-фестиваль проходит, и вы в этом году его хедлайнеры. Поэтому мы потусуем и на фестивале, и в окрестностях того места, где это проходит. Одно из моих любимых видео, связанных с твоим вокалом, их очень много в Ютубе, это вот это. Алекс The Terrible вызывает сатану в машине. О боже. Это точно не мое название. Ну да, как Шоколай вызывает сатану в машине. Ты еще совсем молодой. Да. Кстати, на Оливера Сайкса похож Да. чем-то. Ну, я косил под него. Ну, это внезапно, да, это как бы... это просто не ожидаешь. Вырвалось, да? Да. Я очень любитель переделывать попсовую музыку вот с таким тяжелым экстремальным вокалом, потому что это очень контрастно звучит. Включаешь какую-нибудь Адель, думаешь, что это будет кавер на Адель, какое-нибудь там красивое пение, и начинается этот пиздец. Потому что для многих людей это пиздец, это просто непонятно. Это то, чем ты стал заметен в интернете. Да. Это первое, что Да. ты делал в Ютубе. Да. Выпуск, который вы смотрите, в том числе про то, что Америка продолжает притягивать амбициозных людей со всего мира. Про один из способов, как вы можете приехать в Штаты, мы расскажем прямо сейчас. В Америке есть виза F1. Ее можно оформить под языковые курсы. Она позволяет находиться в стране на протяжении всего периода обучения и получить полноценный опыт жизни в США. Виза F1 образовательная, но подходит не только студентам. На нее могут подаваться люди от 15 до 75 лет, при этом знание языка и визовая история могут быть любыми. Приехать по этой визе в страну можно как одному, так и с парой, с семьей и даже детьми. И такая возможность есть круглый год. Никакой привязки к началу учебного года нет. Помочь получить визу могут в A&K. Благодаря A&K в Америку попало более 1500 клиентов со всего мира, включая постсоветское пространство — Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан и другие страны. При этом при наличии оснований виза F1 не запрещает изменять статус на иммиграционный и подаваться на грин-карту прямо в процессе обучения. A&K сопровождает клиентов на всех этапах. От выбора языковых курсов и подготовки к собеседованию до покупки билетов в США. Языковые школы компании находятся в 13 штатах. И в каждом городе, где есть школа, A&K выстраивает локальное комьюнити, которое помогает как можно быстрее адаптироваться к новой среде. Всех новых учеников добавляют в общие чаты, где можно проконсультироваться по бытовым вопросам, снять общее жилье или вместе отправиться в путешествие. А иногда люди даже запускают свой бизнес. Виза F1 этого не запрещает. Тем более график учебы это вполне позволяет. Обучение занимает всего 18 часов в неделю, можно выбрать даже двухдневный формат. Все остальное время свободное. А если вы планируете поездку в Америку на короткий период, то A&K поможет и с туристической визой, построив стратегию вашего путешествия и подготовив к собеседованию. Если вы хотите подтянуть свой английский и получить опыт жизни в США, по ссылке в описании бесплатный гайд
по поступлению на языковые курсы в разных городах Америки. Контакт менеджера компании A&K, у которого можно уточнить все детали по получению визы F1, также по ссылке в описании. Вперед! И удачи! Объясни коротко тем, кто вообще не понимает, что такое дэткор и дэткор-металл. Это очень тяжелая музыка. Один шум. Как правило, конечно, это андеграундная музыка. Но мы исполняем тяжелый металл, меня знают по всему миру. То есть, условно, я иду там в Америке, где-нибудь в любом там штате, где-нибудь там в любом магазине. О, Алекс Terrible, уважаю, люблю твою музыку там и так далее. В Европе, в России, везде. То есть везде есть свой слушатель. И на самом деле их очень много. И на самом деле сейчас все больше и больше становится популярным тяжелый металл. Я не знаю, с чем это связано, может, с появлением интернета. Вот. И что такое тяжелый металл, да? Давай по категориям. Вот смотри, грубо говоря, по понятному названию. Металлика — это... Это не тяжелый металл. Это условно легкий металл. Так. То есть, Пантера. Это уже тяжеленький металл. Так, хорошо. Главная, самая популярная группа в дэткоре? Ну, для меня лично это всегда был Suicide Silence. То есть группа, на которой я вырос, Suicide Silence и первые альбомы Britney the Horizon. И первый альбом Suicide Silence для меня знаковый альбом от Suicide Silence The Cleansing. То есть это вот эталон прямо дэткора. Клип вот этот их самый известный, где их расстреливают? Это не The Cleansing, это уже более такой попсовый, лайтовая версия. Вот The Cleansing, там на альбоме чувак с открытой пастью, и у него там всякие ножи, иглы там изо рта, короче. Вот это такая жесткая тема, агрессивная, это агрессивная энергетика. Не то, что там, вот, я там всех убью, а вот то, что пришел в качалку, там, не знаю, 100 килограмм, там, 150 килограмм сжать, и вот это буст адреналина, или там перед спаррингами, там, я не знаю, заряд эмоций вот прямо вот мужского тестостерона. А Slipknot? Slipknot — это круто. И это уже более тяжелый металл. Но там есть элементы чистого вокала. И у Slipknot есть альбом Iowa, Volume 3, и альбом Slipknot, он так и называется. Вот эти вот 3 альбома, они прямо тяжелые. Но группа Slipknot выступила в качестве такого некого моста между прямо тяжеленными командами и более лайтовыми командами, у которых есть чистый вокал, которые более понятны для широкой аудитории. Они таким мостом всегда были. Когда ты слушаешь Slipknot, ты мог перейти на более тяжелую уже музыку, потому что она более понятна тебе становилась. Ты учился в кадетском училище. Он как интернат работал. Кадетское училище, морское, интернат, школы. В этой школе учились дети, в том числе из неблагополучных семей, дети-сироты, дети, у кого есть родители, там были родители, но так или иначе они там как-то оказались. Я там тоже как-то оказался. Как ты там оказался? У меня есть отчим, Патрушев Виталий Геннадьевич. Он построил вместе с Данченко Валерием Ивановичем, это директор училища, он построил это училище вместе, когда был мэром нашего города, Сесерти. То есть когда я жил в Большом Востоке вот до 10 лет, потом мы переехали в Сесерти. Это недалеко от Большого Востока, Свердловская область. Мой отчим, он служил на Русском острове. На Дальнем Востоке? Да. Насколько я помню, он там познакомился вот с Валерием Ивановичем Данченко. И после этого они решили открыть училище, и он решил, что я должен пойти по его стопам. А он так решил просто потому, что там династическая история, или потому что был... Я не знаю, почему он так решил. В детстве? Нет, я был трудным ребенком, очень трудным. На меня сложно было найти управу, но я думаю, что он не из-за этого меня туда отправил, а просто потому, что он считал, что меня там воспитают как надо, как мужчину. А что такое был трудным ребенком? Хулиганил сильно, вот. Очень сильно. Не знаю, воровал деньги, там, я не знаю. У кого? У родителей, так. у разных там прохожих.
То есть ты отжимал? Ну, я не отжимал, ну как, ну воровали тебя, я не знаю. Там первую свою сигарету я попробовал, по-моему, около 3 лет. То есть была такая история, и я сейчас не выдумываю. Мы жили в 3-этажке на 2-м этаже, если я не ошибаюсь, и у нас балкон выходил во двор. По-моему, мне было около 3 лет. То есть я маму попросил, можно я погуляю во дворе? Я просто сейчас пытался представить, Ну да, ну ребенок вообще, как выглядит. Окей, ребенок просто, который даже там 2 слов еще сказать не может связать. Мама долго не соглашалась, я ее все-таки как-то уговорил погулять просто во дворе, и она будет с балкона на меня смотреть. Вот. А это как бы считалось нормальным явлением, потому что у нас во дворе постоянно играли, гуляли дети и взрослые. Да. Вот. Ну и все, я, короче, выхожу, встречаю сразу же 3 братьев, как сейчас помню, Кучиных. У них фамилия Кучины. Младший, средний и старший. Вот. И они говорят: Саня, погнали с нами. Погнали. Ну и все, короче. И мы там по Большому Стоку гуляли, в речке Есеть там ловили дохлых рыб. Они там отвели меня в место, где у них было там заныканы эти сигареты. Как сейчас помню, то ли Альянс, то ли что-то типа того. Ну я там не в затяг это попробовал. В конце концов мы очень долго гуляли. Я помню, вот как сейчас у меня вот флешбэк. Уже темнеет. Я иду по дороге вот с этими братьями. Я упал, разбил себе локоть, иду, плачу. Мне там какой-то подорожник, там что-то еще. И на дороге я вижу очень много людей, толпа, просто там весь Большой Сток. Я вижу там папу своего родного отца, ну, там с Великом, маму, всех там наших знакомых. Ну, меня ищут, короче. И родной отец меня тогда жестко отпиздил ремнем. Ты очень радостно это вспоминаешь. Ну, это весело. Я боюсь спросить, во сколько ты алкоголь первый раз попробовал? В 3,5? Нет, в 9. Что это было, пиво? Это был Ловен Браун и джин-тоник. Знаешь, такие вот серебристые. В этой, да. не в пластиковой, в алюминиевой банке. Да. Я блевал дальше, чем видел. Мне хватило ровно вот столько там. Я так понимаю, что это же тоже как бы мышцы внутри там гортани. Ну, я не доктор, я не в анатомии особо не разбираюсь, но я так понимаю, то, что их тоже можно натренировать. Потому что у меня же это тоже не сразу начало получаться. Как я могу объяснить, вот гортань, да, условно, и внутри наши связки голосовые, вот они смыкаются, и создается вот эта вибрация, звук там и так далее. А дальше вот эта вот область, у нас это принято называть как ложные связки. То есть это условно мышцы, которые тоже могут сжиматься. И когда ты делаешь вот так, кашляешь там или ну, вот просто сжимаешь эти мышцы, это тот инструмент, которым я пользуюсь при извлечении этого экстремального звука. То есть условно я напрягаю вот эти вот ложные связки, вот эти мышцы, для того, чтобы создать эту вибрацию, дисторшн в вокале. То есть понял? Ага. Это очень просто. Да, а можешь мне показать, вот как, ну, то есть, допустим, я никогда этого не делал. У тебя никогда этого не получится с первого раза. Да, а вот базу, то есть вот с чего можно начать? Давай выберем песню сначала, вот чтобы можно было проще. С песней Хуже? ничего не получится у тебя, потому что ты начинаешь вообще извлечение этого звука. То есть о песне-то вообще идти речи не может. Это уже следующий этап. Ну у тебя не будет ни дыхания, не будет ни расщепления, не будет ни дикции, ничего. Это нужно работать годами. Ох. Годами, чтобы у тебя, чтобы То ты есть, хотя грубо бы говоря, у одно тебя, слово значит, до того, как ты вызвал сатану в машине под Сию, и между тем, что ты вызвал сатану в машине под Сию, и тем, как ты первый звук извлек, прошло много лет тренировок. Конечно, годы тренировок. А можно тогда попробовать звук тогда извлечь сейчас? Вот что мне сделать, как мне напрячь гортань, чтобы вот прорычать чуть-чуть так, как ты? Ну вот я тебе еще раз повторяю. Вот когда ты делаешь дисторшн, вот это... Да, это в принципе и есть экстремальный вокал, но там очень много различных «но» и различных нюансов. То есть, например, когда ты зеваешь, у тебя голос меняется. Вот так вот. Он
Да, потому что ты опускаешь... много. Да. Но он у тебя меняется не так, как у меня, потому что настроение разное. Да. И я могу опускать свою гортань очень низко, потому что я работал над этим. Потому что чем ниже твоя гортань, тем шире у тебя становится горло, тем утробнее звук, и тем ниже звук. И потом, ну да, и потом ты начинаешь... Очень плохо, я знаю, да. Ну, это нормально. И потом ты начинаешь подключать вот это вот расщепление, то есть... И ты работаешь и над дикцией, и над... И для А того, ты чтобы- реально опустил туда и Они- стал... ну, опустил, держу ее там, издаю этот звук, и потом еще работаю над дикцией, то есть слова проговариваю. Проговариваю слова! С этим голосом, понимаешь? И это огромная работа. Это просто огромная работа. И для кого-то это просто, знаешь, ну что там, парень рыгает, что-то отрыжка. А для меня это просто дело всей моей жизни. Слушай, а то есть, блин, я не знаю, что, да, я сейчас попробую, ради интересно. Какое-то слово надо, все-таки просто звук невозможно. Какое слово можно так произнести? Юрий Дудь! А если вот так? Юрий, бля, не, будет дуть. Вот это из нашего джинга. Юрий Дудь будет дуть! Нет! Как там? Юрий Нет. будет дуть. Да. Юрий Дудь. Нет, Дудь просто, будет. не, Юрий будет дуть просто. Ага. Давай. Давай. Юрий будет дуть! Блин. А у меня же просто физически так. Юрий! А у меня, вот, я прям чувствую, как она даже не лезет, не идет внутрь. Да, ну потому что у тебя нет опыта, потому что ты никогда над этим не работал. Туда, да? Сейчас. Я чувствую, что опускается. Ну давай. Нет, не Не то ушло. вообще. Тебе, короче, легче будет понять, если ты возьмешь, допустим, букву У Да. и постараешься сделать максимально низкий звук со своим Ага. голосом. То есть У. Блин, неправильно не влезает вообще прям. Вот. И начинаешь расщепление. Пошла. Да. Ну, типа того, да. Ну, все с этого начинают. Это смешно, но... А смешно, что я прям чувствую, как заходит внутрь, Ну, просто гортань как тебя. палочка лора, блин, понимаешь, Этот, Это на самом деле очень кринжово, но когда вот ты владеешь вот этой техникой, да, там, экстремального вокала, и когда это вот звучит на сцене там с микрофоном, со всеми инструментами, там, блин, гитара, барабан, это звучит очень мощно, как рык там медведя, как рык тигра там и так далее. Но когда ты начинаешь, это звучит просто как, не знаю. Юрий будет дуть! Как ты учился? Ну, я просто брал там, не знаю, какой-нибудь диск или кассету, включал, магнитофон у меня, помню, был такой. Я включал, короче, песни у себя там в комнате. Слава богу, что на тот момент, когда мы учились в кадетской школе, у моих родителей, моя мама уже с отчимом жила, у них был дом, то есть свой. Вот, и был гараж, и была моя отдельная комната. Слава богу, спасибо родителям. Я запирался у себя в комнате, я включал диск или там в гараже и просто тупо пародировал. То есть пытался точно так же сделать. Все. И Что так каждый говорили день. домашние? Или ты подкарауливал время, когда никого нет? Ну, они говорили, что я херней, конечно, занимаюсь полной. То есть, ну, соответственно, если твой ребенок вот начал бы таким заниматься, что бы ты ему сказал? Типа, Я? ну, что ты тратишь время? Не, я Нет? поддержал бы. Да? Нет. Я не сказал то, что они меня не поддерживали. Я имею в виду, что они несерьезно это воспринимали. Окей, да. Да. А тогда, уже тогда, там, с 14, с 15 лет, я всем говорил, я буду рок-звездой крутой, по всему миру известен. И на меня смотрели, ну, типа, чувак, расслабься. Ты так А говорил? я говорил, я от всего сердца говорил. Я говорил, вы не понимаете, я буду. И в итоге начало получаться. Вот с появлением Ютуба для меня это было как бы откровение, когда я нашел YouTube, для себя открыл социальные сети, начали появляться вот эти Инстаграм там и так далее. Я начал ими пользоваться, я начал туда загружать свой контент, свои кавера. Люди это начали замечать, людям это начало нравиться. Я понял то, что я иду в верном направлении, и спасибо интернету за то, что он существует в наше время, потому что с помощью него я, можно сказать, всего этого достиг, добился.
Бали — это океан, развитая инфраструктура и сервис. А еще очень выгодный регион для инвестиций. Компания ДДА — топовые эксперты в недвижимости на острове. В ДДА знают, где и, самое главное, когда нужно покупать. Прямо сейчас у них есть горящее предложение. Квартиры от 78 тысяч долларов в рассрочку до 2 лет в новом комплексе у океана. Переходите по ссылке в описании и участвуйте в розыгрыше 10 поездок на Бали от компании ДДА. У кого лучший экстремальный вокал в У мире меня. сейчас? Это говорит человек, который на каком-то подкасте сказал «Be humble» or «Life makes you humble». Я А будь согласен. скромным или Да. жизнь сделает тебя Да, скромным? Да, я скромный, но я точно Но так же тяжело могу- быть скромным, когда ты лучший. Вот именно. Да нет, на самом деле, я, конечно, пошутил. Я оцениваю себя адекватно, и я могу точно сказать то, что я один из лучших экстремальных вокалистов. И я говорю это не просто так, а потому что люди говорят. То есть я заслужил их признание. То есть я же не буду говорить, да, я там вообще никто, и звать меня никак. Ну, блин, если люди говорят, и если у меня там подписчики в Инстаграме там и на Ютубе, и везде, и мы собираем полный зал, значит, об этом что-то об этом говорит. Я слышал, что Кори Тейлор Да. и Оливер Сайкс, Да. ну, Кори Тейлор вообще как бы сайт-группу запустил, которая про Stone пение. Sour, Stone Да, Sour, Corey Taylor, Оливер Сайкс в целом Bring Me The Horizon поменяли звучание и ушли в то, что многие называют прям поп-музыкой. Респект им большой за И это. я слышал версию, что они это сделали просто потому, что поняли, что ну, просто физически орать столько лет подряд невозможно. Ну, слушай, я Насколько не это знаю. правда? Я свечку не держал, но я знаю точно то, что у Кори Тейлора очень сильно изменился вокал. Многие говорят, что вот он там докричался, вот он там пел как-то ну, не так. Слушайте, все эти вот сидящие диванные эксперты, они никогда в своей жизни не турили столько, как турил Кори Тейлор. Никогда не выступали по времени, там, каждый день, сколько он выступал там, и так далее. Не им судить и не им говорить, что у него там и как. Вот ты представь, ты там с 20 лет, там, условно, там, 10 лет в турах, и ты просто выкладываешь. Вот когда я выступаю, ты думаешь, я какой-то там техники думаю или еще что-то. Я просто рву на себе кожу, сгораю, как будто бы это последний концерт в моей жизни. И я думаю в последний момент, как-то я правильно там кричу, а я там сейчас связки какие-то себе надару, не дай бог, да мне похуй, я просто ебашу из последних сил. И, естественно, как бы, ну, это дает какой-то обратная, как бы, связь, там, организм тебе говорит, йоу, типа, я же не железно, ну, типа. Тебе нравится Stone Sour? Некоторые песни, да. Фруглас подпеваешь? Конечно, я каверную не делал. Клево. Слушай, Луки сколько начали лет друг друга. проходит вообще, а всегда, когда начинает играть, и Да, да. прям... Это хит, это хит. Это хитяра. Да. Кадетское училище ты называл чертовой тюрьмой для детей. Что ты имел в виду? Слушай, ну, вообще мне иной раз стыдно за то, что я там что-то в интернете говорил, писал. Чертовая тюрьма, ну, когда-то она была чертовая тюрьма, когда-то она была самая лучшая школа на свете, знаешь. Я сейчас вот анализирую, мне 31 год, я до сих пор считаю еще себя незрелым. То есть я до сих пор считаю, что у меня не сформировалось какое-то взрослое вот, не знаю, мышление, мировоззрение, но все-таки, отталкиваясь от того, что я тогда говорил, и анализируя сейчас, я думаю, что это пошло мне на пользу. Это все-таки подарило мне какой-то стержень по жизни, дисциплинировало меня, и это очень сильно помогает мне сейчас в моей музыкальной карьере. Да, для чего дисциплина в карьере? Мне это понятно, но для многих это будет не очевидно. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что очень многие музыканты вообще не дисциплинированы, они не воспринимают свое творчество как какой-то бизнес-проект или не относятся к нему серьезно. То есть там угар, алкоголь, тусовки, там рок-н-ролл. И действительно очень многие группы очень популярные, они так существуют. Я на это немножечко по-другому смотрю. Я на это смотрю как на свое детище, как на бизнес, как на очень серьезную для меня цель. Если бы я не был дисциплинирован в музыке, если бы я не был серьезно настроен и не делал одно и то же каждый день, не заставлял себя делать,
смотрел на это как на развлечение, а не на как на какой-то жизненный проект, то, мне кажется, у меня бы ничего не получилось в музыке. Фониатор у вас бывает в туре? Нет. Ты хоть раз сходил к фониатору, или Нет. он приходил? Нет? Тебе никогда не брызгали в горло? Чем? Ну, я не знаю, что там они делают, какая-то магия. У меня хронический тонзиллит. У меня есть такая постоянная проблема, когда у меня воспаляются гланды. Постоянно. Я очень легко заболеваю в туре. У меня есть такая проблема, что я очень часто болею в туре, именно вот горло болит там и так далее. Но со связками никогда никаких проблем не Вау. было. Мне кажется, мне очень повезло с генетикой. Я просто видел людей, которые просто поют и в туре, и к ним, ну, они без фониатора не справляются. Да? Да, и это прям важная вещь. Вот. Нет. Что у тебя было с веществами, когда ты был тинейджером? Ты имеешь в виду наркотические вещества? Да. Ну, во-первых, осуждаю. Во-вторых, все это очень плохо. К сожалению, у меня был опыт с веществами. И не потому, что там родители как-то не досмотрели, не доглядели, а потому что, я говорю, вот у меня был такой характер хулиганистый. И мне кажется, то, что я должен был через это пройти. И, к сожалению, опять же, повторюсь, у меня был опыт, да, и, точнее, не к сожалению, а к счастью, это закончилось тем, что я легко отделался. То есть я практически чуть не умер, можно сказать, потому что в течение 5 часов у меня сердце там колотилось, как у воробья, с остановками, там я не мог встать с дивана. Я уже там со всеми попрощался. И именно в этот момент я понял, то, что я свою жизнь прожигаю, и то, что я не хотел бы так умереть. Жалко. Очень жалко. Про эту историю есть коротко в большом тексте на английском про тебя. Ага. Чуть подробнее. Сколько тебе было тогда? Просто разнятся данные, когда про тебя это рассказывают. 15 или 19 лет? 18-19. 18-19 лет. В тот момент ты мефедрона много употреблял. Но я не буду говорить, что я там именно употреблял. Просто не хочется вообще про это говорить, пропагандировать. Но да, синтетические вещества. Там. Так, это была синтетика. То, что ты сейчас описываешь, это была передозировка или что-то похожее? Ну да, конечно, передозировка. От большого количества синтетики ты Чуть не уехал на тот свет. чуть не уехал. А как тебя спасали в этот момент? То есть как Скоро? это выглядело? Тебе просто паршиво, ты 5 часов лежишь с диким сердцебиением. Ну да. Ну, я был не один, собственно. Я сказал своему товарищу, чтобы вызвал 03, вот, чтобы оставил дверь открытой. Я, собственно, находился в этот момент в квартире. А где это было? Ну, в квартире. Не, это в Якате или Да, в в поселке? Якате. Ну, в Якате. В Якате. Да. И скоро не так быстро приехал просто. Вот. Ну, Не и так быстро. Ну, очень долго ехал. Соответственно, все, как у меня условно там закачали, капельницы, там не капельницы, все вот эти моменты. И после этого я восстанавливался и физически, и там ментально, психологически, там и так далее на протяжении, не соврать, лет 8. То есть у меня всякие разные побочные эффекты сразу же выскочили на фоне вот этого стресса очень большого. Какие? Условно, я не мог вообще, в принципе, никуда там выйти из дома, потому что у меня регулярные панические атаки были такие сильные, что вплоть там до дезориентации в пространстве. То есть я не понимал вообще, где я нахожусь. Из-за страха, там, из-за паники, из-за вот этих вот моментов. Плюс расстройство там живота, СРК, там вот эти вот все аритмия. Какой диалог у тебя с врачом был, когда он приехал? Да я не помню, честно. Я этого вообще не помню. У меня все такое как в тумане. Ты жил с родителями тогда? Нет. Когда они узнали об этом? Мне кажется, они узнают об этом, когда посмотрят это интервью. А тот текст на английском они не читали? Мне кажется, нет. Кстати, ты сказал то, что я был когда-то блогером. Ну, мне кажется, что я никогда блогером не был. Что такое вообще блогер? Когда ты выставляешь просто свои видео на YouTube или что? Ты делал музыкальные кавера. Ну да. Ну это Ты же не делал блогерство, да? Или это блогерство?
Интересный вопрос. Ну, скорее, это ближе к блогерству, потому что это, ну, понятно, что это жанр музыкального ютуба. И на музыкальном ютубе есть тоже такой жанр. Не знаю, есть, например, люди, которые в формате поп-музыки это делают. Не знаю, ты когда-нибудь натыкался на девушку Квашина, ее зовут. Она очень красивым, классным голосом перепевает примерно все. От Короля и Шута до Си, от Рианы до не знаю кого. Ну, может быть, я когда-то на нее натыкался, я просто не Да, да, вот. Но она очевидно певица. Ну, прям со временем у нее появились свои треки, и она даже дает концерты. Вот. Но все-таки как бы называть ее блогером, мне кажется, вполне корректно. Ну, может быть. Ну, я просто никогда себя не относил к блогерам. Почему я вообще делал эти ролики на YouTube, начал загружать? Потому что я очень сильно хотел свою группу, сделать что-то свое музыкальное, но это было очень сложно найти товарищей, там, музыкантов, которые точно так же бы сильно хотели что-то делать, как я, качественно. Поэтому я был вынужден перепевать чужие песни, потому что своих не было. Ну и плюс, как я понимаю, ты в тех роликах в том числе искал себе музыкантов в группу. Да, ну я тогда понял то, что мои ролики начинают залетать, люди начинают котировать мое творчество, там, мой вокал. И я понял то, что таким образом, да, я могу себе найти в интернете, не обязательно там в России, а где-то еще каких-то музыкантов, которые точно так же бы хотели серьезно этим заниматься. В юности тебе нравились Bring Me The Horizon, Limp Bizkit и Suicide Silence. Suicide Silence, да. Ну, в юности вообще я вырос на касте и на Манготоче, на юге. Вот. Я помню, да, у меня была кассета. У меня есть старшая сестра, Надя, огромный привет. Она всегда приносила кассеты домой. То есть вот то, что она слушала, там, грубо говоря, то, что слушал я, то, что не было выбора. «Руки вверх». Вообще обожал «Руки вверх». До сих пор слушаю «Руки вверх». Прикольно. Песня про атамана. Прям до слез всегда. Очень нравилось «Многоточие», альбом «Жизнь и свобода». То есть я там каждую песню наизусть. «Кровосток». То есть я когда в школе кадетской учился, я открыл для себя «Кровосток». «Клоунеска» еще есть такая группа, это была. Знаешь, все учили там стихотворения по литературе, а я учил «Кровосток», «Белый ягуар», «В багажнике товар». И опять же, там, не будем пропагандировать все это. Но it is what it is, как говорится. Вот. Поэтому мое детство все прошло на рэпе. На таком чисто так пацанский уличный рэп. Вот. Так. Но потом там оказался... А потом там оказался Bring Me The Horizon, вот Suicide Silence. По-моему, это был то ли 9 класс, то ли 8. По-моему, 9. Я начал общаться там с одним одноклассником, который увлекался тяжелой музыкой. И я так, знаешь, относился к этому очень осторожно, потому что в наших краях, если ты слушаешь там рок, металл, то ты, короче, какой-то странный, и тебя надо побить. А мне еще интересно, а если ты слушаешь группу «Лидер», человек, который так выглядит, как Оливер Сайкс, ну он же такой прям... Он бы и в бойс-бенде мог играть. Ну да, то есть он такой как бы слащавый. Мне почему-то понравилась вот эта энергетика агрессивная. То есть вот барабаны там агрессивные, тяжелые гитарные рифы, вокал. Соответственно, я тогда вообще не разбирался. Для меня это был просто какой-то шум. Но что-то я в нем нашел. И энергия оказалась сильнее предубеждения? Ну, на тот момент я думал, да похуй. Типа, давай зачекаем, короче. Ну и все, и что-то так понеслось. И я очень быстро для себя решил, что я хочу точно так же научиться экстремально петь. Я не знаю, как это вообще получилось, это очень странно. Потому что ничего не предвещало. Потом я углубился в эту культуру, в эту сферу. Тоже хотеть татуировки, короче, по всему телу. Точно так же, как вот эти вот все вокалисты. Там, они там вообще с ног до головы забиты. Я думал, блин, вот это брутально. А раньше, знаешь, когда вот был мелким, я смотрел на таких людей и думал, я никогда таким не буду. Я вообще их боюсь, типа. И в кого я сейчас превратился? В того, кого я боялся в детстве. Клип «Баба Яга». Честно, хотелось просто показать самую такую русскую абсурдность, типа медведь, балалайка, водка. Условно. Вот, чтобы это
просто вызвало какую-то эмоцию у зрителя. Танк, медведь, избушка, Калашников калашников и русская рулетка. и русская рулетка. И санкт-петербургская расчлененка. Там есть комментарий на английском. Адидасовские спортики, борьба с медведем, холодная зима, водка, русская рулетка. Самое русское музыкальное видео, которое когда-либо создавалось. Да. Но тебя не смущало, что вы транслируете прямо все стереотипы? Да что меня это должно смущать? Возвращаясь к тому же разговору, я творец, я делаю какой-то арт-объект. Условно это видео, музыка, там все что угодно. И потом я направляю вот это творчество в общество. Ага. И общество уже как-то реагирует. А как оно реагирует? Ну, пока это, типа, законно, пока я что-то там не нарушил там, и так далее, мне это вообще никак не касается. Пускай говорят, что хотят. А ты видел клип Little Big From Russia With Love? Вроде. Первый их клип. И он в целом построен на таком же, что Да? они какие-то стереотипы о России берут, Ага. от кокошников до гопарей, Да. и показывают. Ну да. Ну, Вот. Но по сути это таким небольшим повторением получилось немного 7 лет спустя. может быть, да. У нас же разная вообще музыкальная жанр музыкальный. Я, может быть, видел. Ты имеешь в виду то, что мы за ними повторили? Не-не, что ну... Мне не стрёмно. Если бы я видел, и это мне понравилось, я бы сказал, я хочу повторить, мне не стрёмно признать, что я там закосил и повторил. Мне вообще похуй. Кем ты работал? Пишут, что ты работал на заводах. Да, я работал в свое время на металлургическом заводе, завод передовых технологий. На всех литейных станках я практически там перестоял, контролером АТК был. У тебя образование разнорабочим. механика. Да. Какое? Это среднеспециальное? Это среднеспециально, да, и не просто механика, вот знаешь, там краны, там вот эти вот. Ты отучился в кадетском. До скольки лет? Я отучился там до 10 класса, то есть с 10 класса я оттуда ушел. Так. Я не остался там на 11, и я пошел в колледж на 4 года. На механика. Да. А как полностью звучит профессия? Специальность? Техническая эксплуатация подъемных транспортных и дорожных машин, средств и оборудований. По-моему, как-то так. Непросто. Ну да. И что значит работать на заводе? Ну никак, не знаю. Вопрос из офиса, я понимаю, но очень Ну это интересно. грязная работа, тяжелая работа. Не совсем приятная иногда работа. И я не знаю, как тебе объяснить. Ну как? Не, а что именно ты делал? Это было производство чего? Да. И что ты конкретно должен был делать? Производство труб и изоляции для труб. То есть вот эта вот пена, которая утеплительная, да? Вот. То есть труба, да, идет, допустим. Потом пена, короче, оболочка, и в эту оболочку закачивается пена. Заглушки для вот этих вот там труб. Ну вот эти коммуникации. А что именно делал ты? Я на литейных станках стоял, которые вот эти заглушки, допустим, делали, да, там вот эти пластиковые. Пену вот в трубы, короче, закачивал там условно, да, там сколько есть, сколько труб сегодня вот надо закачать вот этой пеной. Херачишь. Разнорабочий просто вот мне сказали, иди там это сделай, иди то сделай там и так далее. Контролером АТК, то есть я проверял на качество. Одно время я работал инженером-конструктором на металлургическом заводе, уже на другом. Сколько тебе платили на заводе? Плюс-минус 15 тысяч рублей. За пятидневный рабочий график? Да. По-моему, даже в субботу работал. Ну, по-моему, пятидневка. Мало. А те, кто постарше, столько же зарабатывали? Да нет, конечно. Больше? Ну, там 30-ка, 50, там, может быть, 70 кто-то. Но это Екатеринбург, и это было тогда, давно. То есть сейчас-то, конечно, цены уже другие, ну и зарплаты. Ты там борешься с медведем? Да. Есть видос более расширенный, шортс, где ты с ним, как все происходит. Что это за медведь? Медведя зовут Том. Я узнал об этом мужчине, который вот медведя этого содержит, тренирует там и так далее, через знакомого. То есть я увидел у знакомого видео, где он борется с медведем. Я такой, хочу так же. Я позвонил этому мужику, говорю, блин, можно просто, приехать там, побороться с медведем, просто поиграться с ним. Он говорит, да. Все, мы приехали. И так я уже раза 3-4 к нему ездил, просто тусить с медведем. Тусить с медведем. Да, да. Это круто же. Вы прям боретесь там. Да. И он ничего с тобой не делает. Да нет. Ну, то есть да. вот ни одной даже попытки замахнуться так, как сделал бы медведь в дикой природе. Нет, смотри. Почему? Ты спрашивал мужика, за счет чего он это достигает? Во-первых, я не знаю, как
медведи в дикой природе делают, если они встречают человека. Потому что я кучу видосов видел, где медведи в дикой природе пугаются людей, и они убегают. Ну, соответственно, Да. естественно, это дрессированный медведь. Естественно, в дикой природе я бы не стал бороться с медведем. Это просто какой-то абсурд и глупость. Ну, слушай, насколько я понимаю, как бы в дикой природе медведь, он либо убегает, Но! либо тебя растерзает. Но медведь, он, блядь, и в Африке медведь. Какой бы он ни был дрессированный, вот мы, когда с ним боремся, да, он начинает все больше и больше на тебя, ну, нагружать тебя. То есть все больше тебя бороть. Он начинает ходить в кураж. А как ты его остановишь? У нас не было ни пистолетов, там, ни автоматов, ничего. У нас была просто палка, и он к нему подходил и говорит: фу, Том, нельзя, фу. Вот так вот его бил, и все. То есть, а как ты остановишь медведя, если, не дай бог, у него там что-то переклинит? Вот мне вот вопрос вот всем вот этим людям, он там дрессирован туда-сюда. Попробуй, во-первых. Во-вторых, как ты его остановишь? Смотри, еще раз, я не специалист по животным, но медведь, выросший в дикой природе, Да. в такой схватке человека растерзает в 2 счета. Расплюнуть. Да, Просто. но этот не терзает. Да, потому Ты что... он спрашивал имеет- у Тома, за счет чего? То есть как так вышло, что он вот так относится к людям? Медведя Тома зовут. А, медведь. Том Пардон. Медведь. Вот. Ты Мужчина зовут Том. ты спрашивал мужчину, Да. который воспитывает и дрессирует Тома, за счет чего он вот человеком... Ну вот за счет дрессировки, за счет... вот когда ты социализируешь собаку, например. Вот собаки бывают разные. Социализированные, когда они не кидаются на других собак, не кидаются на людей, они относятся хорошо там, к другим людям, в принципе, ведут себя нормально в обществе, они социализированы. Точно так же и с медведем, мне кажется. То есть он с самого раннего детства его социализировал. Он с самого раннего детства как-то его программировал. Социализировал или пиздил? Мне кажется, он не пиздил. Ну нет. Ну смотри, я как бы не дрессировщик, я не знаю, как воспитывать медведей, блядь. Но если бы, блядь, у меня была такая возможность иметь медведя домашнего, я бы с удовольствием. Вот. Я по-любому не могу тебе сказать, в каких условиях он живет и как к нему обращаться, жестоко или нет. Но все, что я видел, он живет в шикарных условиях. Он постоянно... А шикарно это что? Ну, то есть... Трехкомнатная квартира? Не-не-не, ну, блядь, его кормят, Это шутка поят. была, это была Я шутка, понимаю, да. я понимаю. Он, ну, живет, у него там свое место есть там и так А, далее. это дом. И дом, и как бы переносной, ну, дом на колесах или как? А. Ну, знаешь, как цирк. Да. Цирки ездят, вот. И... Но он не в квартире многоэтажки живет. Да нет, ну нет, Ну, конечно. вдруг. Но это Том, допустим, медведь, с кем я боролся. Еще есть один медведь, о котором я точно знаю, живет тоже, по-моему, в России, где-то в Москве или что-то типа того. Вот он живет дома. Дома, в смысле? Он в доме. питомец, он реально питомец у людей. То есть он живет в гараже. Да. Ну, а если бы ты узнал, что для того, чтобы он был таким спокойным, его пиздили все его детство? Как бы ты к Блядь, этому вот отнесся? это знаешь, у тебя такие вопросы, а вот если бы там бабка была деткой, то есть, ну, если бы я узнал, ну, я не знаю, ну, блядь, Ну, как бы ты типа, отнесся? конечно, отнесся бы нихуя не положительно, и, конечно, бы я это никак бы не поддержал и не заплатил бы ему денег, чтобы там потусоваться с медведем. Просто все, что я слышал про то, как медведи учат в цирках, Ага. а вот твое общение с этим медведем, оно близко с общением с цирковым медведем. Ага. Их просто жестко пиздят с самого детства. Да? И после этого только они залезают на колесо, на, не знаю, что-то еще, и просто по-другому никак. Не И знаю. именно поэтому так много людей, которые цирк с животными Ага. не признают. Ага. Я Потому что понимаю. дрессировка невозможна, таких животных, Да, я понимаю. невозможно без вот таких вещей. Честно, откровенно тебе скажу, никогда не задавался этим вопросом. Возможно, у меня изменится мнение. Возможно, да. Еще вопрос про животных. У тебя есть фотка, где ты с крокодилом с привязанным пастью. Да. А что вы снимали тогда? Это просто фотосет для журнала «Револьвер». Да, то есть крокодил, вот этого крокодила я знаю, что это аллигатор, на самом деле, не крокодил. И, соответственно, этот аллигатор был спасен из дикой природы, потому что он слепой. Вот, и его как бы там условно приютили, потому что он бы там не выжил. Честно, историю не знаю в подробностях, но якобы он там был спасен, потому что он слепой. Смотри, просто а фотка получилась, что ты типа ты с крокодилом, и там не видно, что он перевязанный. Ну, зафотошопили просто. А не западло вот изображать такое?
Что за типа, блядь, фейковая хуйня? Да. Ну, это как бы фейк просто. Одно дело, смотри, если бы ты просто с крокодилом, который в любой момент может раскрыть пасть Да. и тебе как бы всадиться, Я ему говорю, можно эту хуйню снять? Он говорит, к сожалению, нельзя. Типа, если что, так меня засует. Я говорю, ну это хуйня какая-то. Ну, мы уже писанулись на эту съемку там и так далее. То есть я любитель экстрима, я любитель адреналина. То есть у меня есть видос в Инстаграме, где я держу сырое мясо во рту, ко мне подходит тигр и начинает это сырое мясо вырывать. То есть, ну... вот, настоящий тигр. да. Ну, типа, блядь, естественно, дрессированный тоже. Но тигр и медведь — это разные вещи. И, допустим, вот знаешь, когда собака ест из миски, и ты начинаешь туда, допустим, там, сувать свои руки, она начинает на тебя скалиться. Вот когда я разговаривал с человеком, который держит тигров, он мне объяснил то, что вот так вот не получится, что ты там хочешь его там изо рта там покормить мясом, потому что когда дикая кошка ест, ее лучше вообще нахуй не трогать. То есть она тебя может цапнуть легко, там, типа укусить как-то, еще что-то. Поэтому это очень рискованно. Я ему сказал, пожалуйста, типа, я там подпишу все бумаги там и так далее, если меня там цапнет, ничего страшного, короче. Я это сделал, и мне очень сильно повезло, потому что... Ты у нее забирал? Нет, Она... я вот сидел на корточках, у меня была огромная курица, вот, и тигра зовут Шанель. Вот, она на один глаз слепа, и я знаю ее историю. Ее тоже спасли, потому что у нее там много сломанных костей было там и так далее, и приютили. Она огромная такая кошка, подходит, понюхала, хуякс, короче, взяла. Я держу, не отпускаю, она просто лапой мне берет, так по лицу, бумс. И вот этот вот зуб, она у меня, вот эти, у меня же виниры, как бы, ну, керамические виниры, это как бы мои зубы не спилены, то есть поверх моих зубов вот эти вот накладки, типа, условно, для голливудской улыбки. Вот, и она берет, и вот этот вот материал, пумс, просто зуб отлетает. Ты это делал просто для видоса? Да. Правильно я понимаю, что для резонансного видоса, если надо будет, то ты голову положишь ко льву в пасть? Слушай, я это делаю не для резонансных видосов в первую очередь, это делаю, потому что мне это, ну, нравится, адреналин. А во вторую очередь у меня 2 миллиона подписчиков в Инстаграме, я думаю, ну, блядь, по-любому людям зайдет. Надо же их развлекать как-то. Конечно. Но все-таки, если ко льву надо будет положить. Да, блядь, положил бы, наверное, нахуй. Я правильно понимаю, что первый слой стереотипов, который связан с русскими, водка, зима, опасности, рулетка, медведи, да. Crazy американцам она продолжает заходить, даже несмотря на то, что это делали уже очень-очень многие и много где. Ну да, да, это востребовано в Америке. И мы, наверное, с таким расчетом и делали, чтобы американцы увидели и сказали, ебанутые, типа, русские, crazy Russians. Вот. Ну это так оно и произошло. То есть они говорят, типа, вот это круто, потому что это наша культура, условно там. Как это сказать, как это называют в народе? Клюква. Их клюква не смущает. Да нет, ну, блядь. Можно же это по-разному просто подать. Можно это кринжово подать, можно как-то агрессивно, там, круто. Я не знаю. Ну, для кого-то и это кринжово. Что ты считаешь своим первым успехом на Ютубе? Ну вот как раз-таки вот этот вот кавер на Suicide Silence на Linkin Park, отрывок есть. Очень завирусился ВКонтакте, на Ютубе, на Фейсбуке. Вот с того момента бустанули мою личную там какую-то персону, мой там навык вот этого экстремального вокала. Вот, люди начали меня узнавать. Slaughter to Prevail появился, когда тебе написал Джек Симмонс, британец, который играл в другой группе. Да. Он просто увидел тебя и предложил тебе сделать совместную группу. Он увидел мой кавер на Ютубе, он мне написал в Фейсбуке. Вот, сказал, типа, давай что-нибудь там, группу замутим какую-нибудь. Я ему сказал, что если ты серьезно настроен, то давай. Он ответил, что да, серьезно, и вот, в принципе, мы здесь. Его логика была, он просто увидел необычного, способного человека в интернете. Ну, он сказал то, что мне очень нравится твой вокал, я хочу с тобой работать. Вы начали удаленно делать группу Да, сначала? да, через интернет. И ты музыкантов набрал в России? Да, Тоже через интернет? тоже через интернет. Через сколько после идеи вы встретились впервые? Честно не помню, ну, очень скоро. С Джеком ты имеешь в виду? Да. Да, очень скоро, потому что мы прокатились сначала с
с несколькими песнями, там 5, что ли, песен у нас было, короче. Одна онлайн и 5 заготовок по России, и потом сразу же мы поехали в Европу. И вот в Европе мы с ним встретились. А как это гастролировать с 5 песнями? Или вы на сборных концертах были? Ну, иногда там по 2 песни играли. Ой, По 2 раза? По 2 раза, да. Ну, блин, если у нас в репертуаре только 5 песен, что мы еще сделаем? Как народ реагировал? Да охуенно. Всем понравилось. Типа для непонятливых повторяем дважды? Ну, они сами просили, типа, давай, one more song. Я говорю, так у нас нету больше. Они говорят, так давай еще раз, те же самые. Ну, давай. Я услышал его голос и подумал, чертов зверь, понимаешь? Я играл в других группах, и ты можешь почувствовать, когда есть вокалист с большим потенциалом или что-то в этом роде. Интересный. И я просто подумал, давай сделаем что-нибудь крутое. Просто давай сделаем. И голос был очень необычным, да? Да. Необычным, даже если сравнивать с другими известными певцами. О, да, да. Я думаю, это было первым, что принесло группе фанатов. До каверов, которые стали виральными, был просто голос. Низкий, ниже, чем у других, и много мощи. Потому что в дэткоре у многих есть низкий голос, но он не громкий. Алекса, даже если у него нет микрофона, очень хорошо слышно. Сколько тебе было лет, когда вы познакомились? Сколько тебе сейчас лет? Сейчас мне 29. Это было 10 лет назад, значит, около 19 лет. Когда вы встретились впервые? Год спустя, наверное. Где? Берлин. В Берлине? Ага. Какие у тебя были первые впечатления? Я так скажу. Алекс в интернете очень стереотипный русский, как мы думаем на Западе. Побритый чувак в своей комнате орет в микрофон, все вокруг выглядит по-советски. Когда я его встретил, он на самом деле был очень спокойным, немного интровертным, противоположное тому. Конечно, все еще силач, но не такой, каким я себе его представлял. Кто придумал название? Барабанщик бывший, Антон Подячий. То есть у нас барабанщик сейчас сменился, вот, но бывший барабанщик Антон Подячий, он если я не ошибаюсь, он с Комсомольск-на-Амуре приехал в Челябинск. И вот мы с ним там познакомились. Вот он придумал название для группы. Как ты его переводишь? На русский язык сложно перевести, но я всегда обычно говорю «доминирование путем насилия». А насколько корректно переводить «да здравствует бойня»? Ну, Или типа, «да пребудет ну, бойня»? Ну, да пребудет бойня, да здравствует бойня, не знаю, как-то тупо звучит, мне кажется. А доминирование путем насилия нет? Жестко. Ну, мне лично больше такое нравится, я не знаю. Окей. Дело художника. Из какой ты именно части Великобритании? Эссекс. Небольшая деревня Ты говорил, Клейверин. что эта деревня знаменита тем, что Джейми Оливер оттуда. Да, да. Он из нашей деревни. И у нас есть паб, который его отцу принадлежит. Там продают книги с его автографами. Ты говорил, что не очень рад его работе. Когда я был мелким, мне было 8 или 7, он начинал делать свою карьеру на здоровой еде. И первой была его работа в нашей школе. Мне нравилось есть плохую еду. И однажды я пошел за маффином, моим любимым шоколадным. Я открыл упаковку, и там был гребаный фрукт. Я был зол. Это была прям трагедия. Ну, да, типа трагедия. После этого мне он больше не нравился. Однажды я ехал на велике и увидел, что он там сидит, и показал ему фак. Мне было лет 10, но я злился, что не мог есть в школе, как раньше. А что ты думаешь о британской еде сейчас, когда ты уже взрослый? У нас очень плохая кухня, но мы любим ее. Я люблю. Я знаю, что плохая. Fish and chips, колбаски в тесте, все это коричневого цвета. Но это вкусно. Для меня. Правда, но жизнь. Да, настоящая еда для настоящих людей. Опиши коротко Джека. Наш пацан. Ну, не знаю, ну вот первое, что в голову пришло, свой, в доску. А как у тебя был английский, когда вы познакомились? Херовый.
Очень плохой. Да он у меня до сих пор херовый. Но тогда был очень херовый. Вот у меня была мотивация, она появилась, чтобы учить английский язык, вот общаться с Джеком, там, в музыкальной среде контактировать. Потому что это очень важно. Ты когда сюда прилетаешь в Америку там, или в Европу, с тобой же все хотят поговорить, пообщаться. Все там лейблы, там, радио там, и так далее. А я тык-пык-тык, блядь. Ни слова на зарубежном. Ну вот, начал потихоньку, помаленьку изучать. Я слышал, что ты пробуешь говорить по-русски. Yeah, a little bit. Какие у тебя успехи? Ты нахуй. Я знаю довольно много на самом деле. Я начинаю понимать. Я собираюсь выучить еще больше, но не скажу об этом парням. Чтобы понимать все, что они о тебе говорят, да? Ага, да. Чтобы быть таким замаскированным русским. КГБ. Когда я перееду в Россию, у меня будет отдельная личность. Потому что я не могу быть Джеком. Мое новое имя будет Игорь Багажник. Почему багажник? Когда я буду жить мою жизнь на пенсии. У вас отличные и очень дешевые дома там. Это мой план на пенсию. Круто звучит. Когда музыка принесла тебе первые деньги? Помню, честно, это была не музыка, а это был мерч, который я начал продавать. То есть там футболки, маски. Уже был Slaughter to Prevail? Да. И ты начал продавать мерч группы? Да. Так. Не группа, а свой. То есть я свой бренд сделал. То есть я еще популярен в сети как Alex Terrible. Так называется твой канал? Так называется мой канал, так называется там моя страничка в Инстаграме. И это мой просто псевдоним. То есть, когда я запускал канал, я должен был выбрать там никнейм. Короче, очень нравится, как звучит Иван Грозный. Вот. И я такой, типа, я хочу быть Алексом Грозным, знаешь. Вел, и это перевелось как Terrible. Потому что Terrible это переводится как Грозный и как Ужасный. Или там, знаешь. Вот, я такой, ну, Terrible, все, Алекс Terrible, погнали. Я начал свой мерч продавать именно как Алекс Terrible. Не как Slaughter to Prevail, а как Алекс Terrible. Начали покупать футболки там мои. Я понял, там... Первый миллион свой заработал, и сразу же я купил там Мерседес 2012 года, Ешку. Слушай, а вот я читал это, про то, что ты на первую партию купил Мерседес. Сколько стоил Мерседес? Лям 50. Это подержанный был? 1 500 000. Я как сейчас помню, женщина продавала, ну, девушка молодая. И у меня был 1 000 000. Я говорю, уступи 50 000. Она говорит, не, нихуя. Я говорю, да, блядь, ну, типа, 50 000 это хуйня полная. Она говорит, нет, Мерседес хороший. Мы только там ремни все поменяли, там резину, туда-сюда, короче. Ну и действительно она там дает все эти документы подтверждающие. Я позвонил своему отцу, отчиму, я его отец называю. Вот, говорю, пап, такая ситуация, займешь полтос? Он говорит, на что? Я говорю, на Мерседес. Он говорит, ну на Мерседес займу. Ты вернул? Конечно, всегда возвращаю. Так вот, экономика. Допустим, в России про тебя еще мало тогда кто знает. В основном, вот тогда, когда был Алекс The Terrible, ты печатаешь футболки и зарабатываешь 1 000 000. Откуда покупали? Ты говорил, что покупали далеко не только из России. Основной рынок — это Соединенные Штаты Америки. Но это сейчас, а тогда и тоже? И тогда был тоже. Вот это там заходит такая музыка людям, конечно. В Америке? Здесь, точнее. Там, здесь? Да. Здесь вообще культура музыки, она, можно сказать, другая, и она здесь очень давно. То есть рок-н-ролл, металл, ну там, с каких 60-х годов. Ну, типа того, да. А у нас все это под запретом было. СССР, этот железный занавес. Поэтому здесь люди как бы немного по-другому к этому относятся. Мы с тобой говорили про стереотипы про Россию, и ездили по городу, увидели вот это. И подумали, что нельзя не использовать на интервью с тобой. Ты отреагировал как ребенок, был в восторге. Ну да, ну что, это круто. Какое самое неожиданное знакомство, реакция со стороны американцев или неамериканцев у тебя есть? Да, во-первых, на меня много кто из знаменитостей вообще подписывает. Шакил Нил, например. Да. На тебя подписан Шакил Нил? Да, то есть, ну... Шакил да, О'Нил? Да, он даже прокомментировал это мое видео.
типа, как вы можете ненавидеть этого чувака или что-то типа того. Я там с хейтером отвечал, он там написал, типа, как вы его вообще можете не любить? Я такой, заебись. Аквамен на меня подписан, да. Ну, много на самом деле вот звезд, прям WWE, там, UFC звезды там и так далее. Мне очень приятно. И я говорю, мне как человеку, там, пацану из поселка, блядь, который всего этого достиг, конечно, это приятно, но я также понимаю, это совершенно простые люди, такие же, как мы с тобой, из кожи и плоти. Они просто, да, добились там чего-то вот в жизни такого, что они прямо супер популярные. Мне приятно их одобрение, потому что я знаю, через что они тоже проходили, когда добивались своего, понимаешь? Мне приятен респект от этих людей. А что пацаны говорят, твои уральские, когда узнают, что на тебя подписан Шакил О'Нил? Да, бля, они в ахуе. Да я тоже в ахуе. Ну, типа, я не знаю, да это просто уму непостижимо. Потому что, ну, а кто еще это делает вот из России, например? Что именно? Ну, вот так вот, как мы, блядь, стелим, нахуй. Ну, Вот что типа там... стелите, ну, Little Big так делает. Little Big Respect, да. Лен. Dude, love your music, man. Appreciate Thank you it. so much. Epic. Appreciate Epic. it, appreciate it, sir. Can't wait till you come back again. I'm already missing it. Yeah. I'm already missing it. We didn't play yet, so... I know, but I'm already missing it. I want you to come back. Appreciate it, sir. Appreciate it, man. Yeah. But are you going tonight? Of course. Ah, okay. Of course. This is why I'm here. And what song is the most favorite? What do you like What's most your of all? favorite song? By The name, Slaughter? just one name. I can't name one. Uh-huh. They're all epic. Okay. They're all epic. Thank you so much, man. No problem. Appreciate it. No Thank problem. you so much. Thank you for having a good time. Thank you. Appreciate it, man. No problem. Thank you guys. Thank you guys. Fucking. Let's fucking go. Hi. Hi. You want to take a picture as well? Do you mind just taking a quick video for my friend that Yeah. couldn't be here? His name's Garcia. Garcia? Yeah. Garcia, what the fuck is wrong with you? Why not here? Next time you should be here, okay? What's your favorite song? Baba Yaga. Baba, Are you playing Baba it Yaga. tonight? Yeah, of course. Oh, good. Еще ты маски стал выпускать. Да. И это тоже стало бизнесом. Ну да. Народ покупал, потому что ты в них выступал. Да. То есть я, короче, захотел сделать себе маску, потому что я большой фанат группы Slipknot, а они играют в масках. И также я просто там сумасшедший фанат фильма «Спаун». Знаешь, какой фильм? Чувак из ада. И у него был костюм, короче, как броня. И у него там, знаешь, маска налетала так на него. Короче, посмотри, очень круто. И в детстве мой супергерой, там самый любимый был этот Спайдермен. Сейчас, конечно, Спайдермен уже не тот. Вот. И, короче, мне нравился вот этот концепт вообще с масками там и прочее. Я решил то, что нам нужна какая-то диковинка в группе, тоже какая-то маска. И попросил ребят, чтобы сделали мне по моему эскизу. Вот, начал не выступать, и люди начали спрашивать, типа, а что, можно ее купить? Я такой, базаришь? Конечно, можно. Сейчас сделаем, хули. И все. И это тоже стало прибыльно. Ну да. Сейчас ты их продолжаешь продавать? Да. Сколько стоит маска сейчас? Самое дешевое, по-моему, $90. Где ты их делаешь? В России? В России? Конечно. О, круто. А как их доставлять из России в США? Ну, есть пути. Этот шрам Я сделал себе самого. искусственный. Ну, не искусственный, это шрамирование. Шрамирование, да. Берется скальпель, вырезается там любая форма, как тебе нравится. Ну, как татуировки, короче. Почему решил? Я не знаю, просто нравится. Как татуировки. У кого-то увидел, где-то увидел, или само придумалось? Да, я увидел рэпер, по-моему, он из Польши, Попек. Короче, рэпер из Польши, вот у него было шрамирование на лице, ну и сейчас есть. Вот, я увидел когда-то, блядь, лет 5 назад, может быть. Я думаю, вот, круто. И решился. В России? Да. У меня это как было? Она обезболила мне, это девочка делала. Когда начали делать этот шрам, кровь же идет. И вместе с кровью вытекает этот обезбол, и он перестает просто работать.
точно. И было больно. Кстати, вот эта девчонка мне рассказывала то, что у нее очень много клиентов, которые приходят к ней делать шрамирование, но они просят не распространяться об этом. И типа условно там я там пришел там с горячей точки, вот у меня там шрам на лице из-за того, что у меня там от гранаты прилетел там, или осколок там. Вот. То есть очень много таких людей. Они делают себе шрамы, а потом ходят, рассказывают, что на горячей точке. Ну да. Типа шрам украшает мужчину. И когда мне в Инстаграме все пишут, да у тебя шрам не настоящий, блядь, ну он настоящий, я просто его сам себе сделал. Как бы. Я не сделал это с целью для того, чтобы там ходить и всем рассказывать, что мне там медведь этот шрам сделал. Мне просто это нравится. Когда ты сделал первую татуировку? В 14, по-моему. Что это было? Паутина на кисти. Паутина? Здесь, да. Я ее перекрыл потом. Вот этой, типа а-ля там статуя свободы в виде черепа. Паутина? Паутина на кисти, да. Почему ты решил именно паутину? Ну, я что-то картинку в интернете увидел. Понравилось, набил. Ну, глупость. Детство. Не знаю, если бы вот сейчас я был без татуировок, без там вот этого шрама там и так далее, мне кажется, я бы не сделал вообще ничего. Или сделал бы максимально качественный проект на все тело, вот, чтобы, знаешь, не здесь картинка, здесь картинка, здесь картинка, а вот проект, чтобы гармонично смотрелась именно с твоим телом татуировка, понимаешь? Но, скорее всего, я бы вообще не сделал, потому что я считаю, что это просто какое-то, знаешь, недостаток внимания, там, отклонение там, психологическое или еще что-то. То есть сейчас делать татуировку — это нормально, да? То есть на это абсолютно нормально реагируют. То есть если у тебя татуировки, ну, там, пофиг. Шрам там — это уже что-то такое, из ряда вон выходящее. Но, поверь мне, пройдет время, если это станет там какой-то популярной темой, и все будут ходить со шрамами, это тоже как бы, ну, знаешь, это называется окно Вертона или как-то так. Я считаю, что татуировка — это, ну, ненормальная тема, в принципе. То есть если ты хочешь набить себе там татуировку до конца своей жизни, чтобы она там не свелась никак, не это самое, то у тебя проблемки с головой имеются, мне кажется. То есть, ну, для чего ты это делаешь? Ну, я лично это делал для внимания. То есть я кричал, мне нужно внимание, посмотрите на меня, у меня крутые татуировки. Я это как бы не отрицаю. А нет ощущения, что чем дальше, тем больше, гораздо больше будут выделяться люди, у которых чистая кожа? Стопудово. Ну, такое ощущение реально сейчас. Как Криштиану, например. Вот я на него смотрю, я просто завидую. Блин, зачем я это все сделал? У него чистая кожа, красивое, подтянутое, стройное тело. Я так же хочу. Ну, я как бы не жалуюсь. Опыт есть опыт. Но я вот своим детям, допустим, я же понимаю, что мои дети, они будут смотреть на меня и будут хотеть эти татуировки. Потому что ты своим личным примером в первую очередь показываешь то, каким нужно быть. Да? Поэтому мне придется своим детям объяснять, что, ребята, подумайте очень много раз, не торопитесь. У тебя сейчас на правой руке рукав фактически. Ну да, ну и на левой, и на правой. Да. Раньше здесь была другая татуировка. Черное солнце. Черное солнце. Как ты себе ее набил? Ну, потому что, опять же, дурная горячая голова по молодости. Я решил что я принадлежу какой-то субкультуре. То есть, там, условно, какие-то правые ребята, спортсмены, туда-сюда, у которых там коловраты и вот эти вот все моменты. Я такой думаю, круто, хочу быть таким же. Взял себе наколол по глупости. Ты тусовался тогда с правыми? Да. Что это за чуваки были? Да обычные ребята, спортсмены, околофутболисты, имеющие свои какие-то нравственные ценности, взгляды на этот мир, которые, в принципе, я не особо разделял. Просто так получилось, что я с ними затусовался, и мне это очень сильно помогло восстановиться, физически поднять какой-то свой дух моральный после того, как я чуть не умер от передозировки наркотиков. Вот. Они там занимались спортом, книжки какие-то читали, такую-то литературу. Хотели как-то условно литературу развиваться. какую? Да откуда я знаю? Ну, книжки прочитаю. Ну, я начал интересоваться эзотерикой, философией. Познакомился там с рунами, вот эти вот все там символы. Но сделал татуировку из-за глупости. Потому что сейчас бы я ее не стал делать. Ты понимал, что это один из символов неонацистов? Ну, конечно, я давал себе отчет. Но это глупость была. Просто вот
горячей головой, да вы не понимаете, это для меня там что-то другое значит. Ну, Ты так объяснял? ну да, ну знаешь, такой детский глупый протест. Типа, да вот у меня-то это не так, а всему миру как бы насрать, на что у тебя там. То есть, ну это глупость. Третий рейх использовал этот символ. То есть он не сам его придумал. Насколько мне известно, насколько я читал, этот символ достаточно долго до того существовал, как Третий рейх его начал использовать. Но Третий рейх оставил такой коричневый шлейф в нашей истории, поэтому, естественно, ассоциация прямая возникает. А у тебя были какие-то до 2015 года, когда эта история разлетелась по англоязычному интернету, вот ты в жизни встречался с какими-то людьми, которые тебе либо предъявляли, либо спрашивали про нее? Никогда. Никогда? Никогда. Ну, возможно, потому что я уже там был достаточно большой парень, там, под 100 килограмм я весил, и у меня не возникало таких моментов, когда я был худым, длинными волосами, и ко мне подходили люди и говорили, а что у тебя там здесь за наколки такие? Ну, вот не черное солнце, а вообще, в принципе, зачем ты наколки эти сделал? То есть они меня видели как, ну, слабого, худой парень, постоять за себя не может. А когда ты там, ну, под 100 весишь и знаешь, как за себя постоять, люди это, наверное, видят сразу и чувствуют, поэтому никаких вопросов ни от кого не возникало. Ну и мне повезло то, что никаких вопросов не возникало тех людей, которые могут меня как-то тоже поставить на место, знаешь, вне зависимости от того, могу ли я там за себя постоять или еще что-то. Ну, какие-то конфликтные ситуации не возникало. Слушай, а вот эти чуваки, а в быту как они себя вели? То есть, что они говорили про, не знаю, африканцев? Ну, у них не было никаких российских наклонностей, если ты к этому идешь. У них такого, ну, вообще отсутствовало. То есть ты говоришь, что вот там отдал себе отчет, что они там были неонацистами. Да почему так решил? Они просто вот как здесь республиканцы условно были. Понял? И у нас на то время, да и, наверное, сейчас существует такая проблема иммигрантов. Вот. И очень много подростков, очень много там людей думают, что они таким образом могут эту проблему решить, там, когда они кучкуются, какие-то компании там, Ну, выступают. иммигрантов ты имеешь в виду приезжих, которые беспределят? Ну да. Они там, про них люди думают, что они там какие-то Да, нацисты. точнее, или еще что-то. тех приезжих, которые беспределят. Не все приезжие беспределят. Нет, тех приезжих, конечно. Нет, я бы не стал общаться с неадекватными там, людьми, которые вот ты там, я тебя ненавижу за то, что ты вот такого. Ну это нет, конечно. То есть у них есть свои взгляды, и остаются свои взгляды на эту жизнь. Да, они там вообще никак не совпадают, может быть, там, с моими. Да, они в каком-то ключе, может быть, радикальными там, и так далее. Но это их дело, как бы. В 2015 году поднялся шум, когда вы стали группой ездить по Европе, и люди увидели у тебя эту татуировку, и активисты пытались отменять твои концерты. Чем закончился резонанс? Я закрыл ее, перекрыл, и, понимаешь, в Европе очень сильно развит культ антифа. Вот. В России не настолько сильно, он тоже есть, но на тот момент набирал обороты именно вот эти вот там правые ребята, спортсмены, давайте там толпа на толпу, там качалка, вот эти вот все моменты, знаешь. То есть даже те ребята, которые не разделяли каких-то условно правых взглядов, им это нравилось, потому что они ощущали себя в какой-то культуре. То есть вот когда ты был там условно подростком, были всякие там эмо-готы и прочее вот это вот. Ну, соответственно, ты же не становился эмо, чтобы резать там себе вены. Ты становился эмо, потому что тебе хотелось быть частью вот этой какой-то культуры, и ты, ну, не отдавал себе отчет, условно, да? Ну, плюс-минус та же история, понимаешь? Это было очень масштабно на то время в России. Очень, очень модно, так сказать. Я не знаю, как сейчас, я как бы за этим не слежу. А в Европе всегда было модно, всегда было правильно идея антифа. То есть там веганство, вот, да, вот эти все моменты. И они очень радикальны. Очень плотно связаны с этой культурой, в принципе. У них там очень тоже это развито. Я называю это лицемерие. То есть ребята за что там топят радикально, да, они не видят бревна в своем глазу. Условно, если ты там обвиняешь в чем-то там этого персонажа, да, то можно сказать, ты делаешь то же самое там на своей стороне.
Блин, я не знаю, какой пример тебе привести. Ты лицемерие в чем? В антифа-чуваках? Нет, почему не в антифа-чуваках, а в принципе в движении радикальных. То есть когда ты вот в каком-то движении, да, и ты максимально радикально за какую-то идею выступаешь, ты уже начинаешь быть фанатом, то есть фанатиком. Это уже неправильно, по моему собственному мнению. То есть нету белого и черного. Этот мир очень богат красками другими. Да, но фашисты — это, наверное, все-таки черное. Слушай, конечно. кажется, Это история говорит нам. Ну, и люди, которые с ними, им противостоят, даже если они делают это радикально... 100%. Но я согласен с тем, что вот это вот «Черное солнце», когда я перекрыл, и вот эта вот история возникла в Европе, я не к тому, что они там как-то неправильно на это отреагировали. Я сказал то, что у нас в России не было такой сильной антифа-движухи. И то есть вот эти вот всякие коллабораты и так далее, они не приписывались к фашизму больше, а приписывались к такому Русь, там, русский род, там, туда-сюда. То есть славяне, да, понимаешь? В Европе на это всем наплевать, и они, вот ты там, условно, там, расист, фашист. Ты перебил татуху, проблемы закончились. Проблем и не было. Активисты призывали отменять концерты, когда Да. увидели твою татуировку. Да. В итоге что-то отменили? Да, нам отменили тур. И 2015 года да, по Европе. И мы 10 лет в Европе не были с тех пор. Но не потому, что мы туда боялись ездить. Потому Вы были что нам этим сейчас- летом? Да, 10 лет прошло. 9, в смысле. 9. 9, условно. Не потому, что мы туда боялись ехать, и активисты там скажут какое-то свое слово, а потому что просто у нас появилась возможность турить в Америке, и мы сфокусировались больше на этом континенте. Потому что мы понимали, Федор Емельяненко, он когда говорил про то, что бойцы русские должны выступать за океаном, чтобы прославлять как бы свою страну, там, свою команду, брать какие-то места, чтобы по всему миру они были популярны. Они обязательно должны выступать за океаном. В музыке точно так же, я считаю. То есть для меня это тоже условно как спорт. Мы сфокусировались на Америке, и мы поняли, что если мы здесь добьемся популярности и успеха, то мы автоматически будем популярны в Европе, в России, в Азии, в Южной Америке. Ну так, соответственно, и получилось. Вот. Этим летом вы поехали впервые в Европу. Да. Были какие-то там моменты в Германии, в нескольких городах, когда активисты хотели отменить нам концерт именно из-за того, что я там вот эту вот плохую репутацию имею за татуировки. И еще они считают, что я гомофоб и анти-ЛГБТ. Вот. Поэтому у них это тоже очень чувствительная тема в Европе, в Америке. Вот. А почему они меня считают таким? Потому что в Инстаграме я выложил один раз рилс, и где я говорю, что настоящий мужчина должен там есть еду там руками. Настоящий мужчина должен там любить, условно, там девушку. Начали, а что, если я там не настоящий мужчина? А настоящий мужчина, типа, или там гей, а что, если вот в таком случае? Ну, короче, знаешь, вот в современном обществе иногда пошутить нельзя, просто не поймут. Вот. А ты шутил? Ну, конечно, это шутка была. Ну, типа, это была изначально шутка. То есть, по мне, так настоящий мужчина. Как бы, у меня есть свои какие-то моральные ценности, традиционные взгляды на эту жизнь там, и так далее. Но это мое, я никому не навязываю. Я могу шутить об этом, как мне вздумается. Но люди очень чувствительны по этому поводу в Америке и в Европе. И они начали думать, что я что-то там против геев имею там и так далее. А какие у тебя взгляды на этот вопрос? Конкретнее. Но как ты относишься к ЛГБТ? Я к ним не отношусь. Из выступлений тура Влада Листьева по России в начале 90-х. Они собирались, программа «Взгляд» была, и главный телевизор России в 90-е был Влад Листьев, которого убили в 95-м, кажется, году. И у них были туры по стадионам,
и там записки передавали из зрителей, и всегда было то ли все записки были заряжены, то ли для того, чтобы создать атмосферу, первой запиской или одной из первых всегда приходил вопрос: как вы относитесь к гомосексуалам? И кто-то из выступающих всегда говорил: я к ним не отношусь. Типа люди смеялись. Не мое дело. Ну что? То есть, как бы, ну, я не гомофоб. Мне абсолютно наплевать, кто с кем там спит и так далее. Вот. И, как ты можешь знать, в нашей стране там такого нету. Чего нету? Там же закон ввели недавно А. про ЛГБТ. Понимаешь? Что думаешь про закон? Я ничего, опять же, про него не думаю. То есть я не политик. Не хочу анализировать вот этот закон, потому что я не знаю, как сказать, типа, лично меня это не касается. То есть от меня это очень далеко. Что-то там прошло, я услышал, я знаю то, что здесь это очень такая серьезная, насыщенная тема, и я услышал то, что у нас это отменили, и в Грузии это отменили. Все, я даже об этом не думал. Ну, то есть для меня это просто новость. Все. Финальный вопрос по этой теме, по теме там, взглядов и все остальное. Ты перебил татуировку, потому что поменял взгляды, или потому что без этого ты не смог бы продолжить свою карьеру? Откровенно сказать, я перебил татуировку, потому что я испугался. То есть для меня музыкальная карьера была важнее всего на свете. И когда выявилась эта проблема, я перебил ее, и только через некоторое время я понял, ну, осознанно понял то, что это не то, что это была ошибкой, потому что все, что в моей жизни происходило, все ошибки, там, все вот эти вот моменты, это происходило не просто так. Следствие, урок там, и так далее. Да? То есть без этого я бы не был собой настоящим. Без этого, может быть, я бы как-нибудь и не по-другому бы анализировал там, и так далее, понимаешь? Поэтому, с одной стороны, я не жалею, с другой стороны, конечно, сейчас бы я этого не сделал. У тебя помимо черного солнца были еще руны на ногах. Да. У тебя осталась руна? Руна Одал осталась, да. Почему? Да. Ну, потому что я не считаю, что руна Одал, она прямо супер как-то связана с нацистской Германией там, и так далее. То есть, допустим, сейчас тема викингов очень популярна, и у викингов были тоже руны. Руна Одал там тоже есть, поэтому это не такой, знаешь, мощный триггер, допустим, как с Черным солнцем. С Черным солнцем все понятно, там это условно свастика. То есть ты видишь свастику, тебя триггерит сразу же. Руна это другое. Тебе за нее не предъявляют? Ну, некоторые пишут, предъявляют, но ну пускай предъявляют. Мне кажется, то, что это уже, знаешь, типа доебаться повод, короче. Вот, то есть, смотри, я закрыл Черное солнце, потому что я испугался, я откровенно ответил, да? Сейчас я говорю то, что я бы не сделал Черное солнце из своих каких-то мировоззрений, которые есть у меня сейчас, на данный этапе, знаешь. И когда мне люди говорят: вот, а ты еще должен это и это, я им говорю: пошел ты нахуй, я тебе ничего никому не должен. Вот, и поэтому это уже, говорю, доебаться. Можно тебя перебить сразу? Вот помнишь, мы говорили еще про антифашистов, и вот такая реакция бурная была. Смотри, я коротко, не договорил. Да, ты не договорил. Значит, когда вы выступали, вы ехали в тур? В европейский. В европейский. Мы про 15-й год говорим? Когда отменили? Да. У вас в 2015 году отменили тур из-за Черного солнца, из-за свастики, и ты начал что-то рассказывать про антифашистов. Да. И я сказал то, что я не люблю лицемерие. И ты так, типа, в чем там лицемерие, там, антифа, они же там делают хорошие вещи, там, и так далее. Я сказал про фанатичность и лицемерие, потому что, я забыл привести пример, но по факту вот те антифа, которые подходили к нашим организаторам в Европе и сказали: если вы привезете группу Slaughter to Prevail в Европу, к организатору, да, то твои дети пострадают. Я не считаю, что это нормально. Ну, они угрожали так. Да. Я считаю, что это лицемерие. Ты там за здравые дела какие-то там и так далее, и тут же такую хуйню мутишь. Не, это отстой. Это полный отстой.
Я вот про это. И поэтому как бы я не понял сначала твою реакцию. У Но меня-то не в все- голове все есть, понимаешь? И, Но ты понимаешь, что не все люди, которые пытаются объяснить 100%, людям со свастиками на теле, 100%, что они неправы, ведут 100%. себя так. Именно поэтому я сказал то, что радикализм и фанатизм во всех сферах — это хуево. Нужно искать какой-то баланс. Нету черного и белого. Но фашизм и нацизм — это хуево. Ты теперь живешь в Штатах. Да. С каких пор? Конца мая 2022. Ты здесь по визе таланта. Да. До этого вы были здесь наездами. Вы приезжали Да, в туры, да, да, но потом да. возвращались в Россию. В общем, у нас был концерт в Москве. На этом концерте мы встретились с Ильей Мамай, наш менеджер. Человек, который много лет работал с Оксимироном и был одним из основателей Booking Machine. Да, все верно. Вот, и мы с ним поговорили. Я к нему слетал в Сочи даже на переговоры о дальнейшем сотрудничестве. И мы пришли к выводу, что нужно лететь в Штаты, пробовать, короче, базироваться там, развиваться там. Когда мы договорились о том, какую мы визу будем получать, где мы ее будем получать, это была Польша в 2022 году. Мы получаем визу туристическую сначала, потому что мы хотели сначала по туристической визе туда приехать, ощупать почву, что, как, где, что там стоит, где останавливаться там и так далее. Вот, и потом уже начинать какие-то телодвижения с визы талантов. Вот, и мы вот эту вот визу получаем, паспорта, и по всем там, по интернету, по всем, короче, говорят, все там, война с Украиной началась. Вы в феврале ее получили? Да, то есть вот в этот день мы были в Польше, вот паспорт мы получали обратно. Я не смог улететь прямым рейсом обратно в Россию. То есть и мне вообще сказали, то, что ты в обратно в Россию, скорее всего, не улетишь уже, потому что все аэропорта закрылись, ну, перелеты. Я там несколько дней еще протусил, выбрался как-то через какую-то страну, я не помню, тоже перелетом. И потом мы очень долго думали, находясь в России, что делать, потому что ситуация как бы для нас была, ну, как сказать, удивительная, потому что, опять же, не разбираясь в политике, я никогда не следил, там, что происходило с 2014 года. Вот этот вот конфликт вообще меня никогда не интересовал. Для нас это было просто шокирующей новостью, и мы просто потерялись. Мы такие, опа, а что сейчас делать, типа? Вот, и поэтому мы посидели, подумали несколько месяцев и поняли, что, типа, ну, что, ну, если уж раз решились, короче, надо гнать туда, в Америку, и делать сразу, короче, эти визы талантов. Ну и, соответственно, не прогадали, сделали, там, оформили, полетели. Тур по Соединенным Штатам сделали. Ну и, короче, весь этот путь начался здесь именно с 22 года. Так совпало. Илья, кого неожиданно было здесь встретить, так это тебя. Человек, который работал в Booking Machine и много лет работал с Оксимироном, теперь менеджер Slaughter to Prevail. Расскажи коротко, как это получилось. Получилось очень долгий загон с 2015 года, когда мне Саша написал в Инстаграме: давай нас менеджерить. Но я такой: братан, я металл люблю, на нем вырос, все такое, вас уважаю, тебя знаю. Но у меня Оксимирон, Booking Machine и вот эти все дела, поэтому давай попозже, может быть. И предложил им моего бывшего ассистента, и вот, собственно, они с ним гоняли. И в 2021 году снова как-то после ковида вся эта история возобновилась. Саша сказал, что написал мне снова, говорит: хочу в Америку улететь, давай работать, туда-сюда. Как-то мы встретились. Была очень необычная для меня история с артистом, когда артист прилетает сам ко мне. Я тогда жил в Сочи, он прилетел ко мне, у него там был типа один день, или что-то, там было какое-то супер короткое время, он взял бизнес-классом билет из Екатеринбурга, прилетел ко мне в Сочи с контрактом: все, давай подписываться. Там мы быстро обсудили, что нас ждет в ближайшие 5-6 лет, и подписались, и начали работать, и все. И в 2022 году, 24 февраля 2022 года мы получили американские визы в Польше, в Варшаве, при новостях о том, что началась война, и мы такие: вау, ничего себе. И все, с 22 года мы здесь. Осложняет ли как-то, что группа из России? Да, очень сильно сложно, но можно.
если очень сильно захотеть. Короче, самая главная проблема у нас в данный момент, то, что с русскими паспортами сильные сложности с получением виз в разные страны. Нам очень много где нужны визы, мы много где востребованы, и очень сложно планировать график туров, концертов без получения виз. И, соответственно, мы зависим от решений консульств разных, и в связи с тем, что у нас 90% команды — это ребята с русскими паспортами, от гражданства мы отказываться не намерены, не хотели, не собирались и так далее. Вот, и вынуждены просто ожидать. Очень много бэкграунд-чека, очень сложные анкеты, тысячи документов. Я думаю, что ты тоже сталкивался с подобной историей, даже чтобы сюда попасть, например. Да. Да, что там очень много документов нужно собирать, очень долго ждать, и никогда не знаешь, дадут или нет. Но пока что все было хорошо. Всем давали. Все эти типичные вещи про Россию в ваших треках. Что ты о них думаешь? Это круто. Why do you like them? Для меня, когда музыка иностранная, это интересно. Например, «Рамштайн». Они нравятся мне, потому что немецкие. Я не знаю, о чем они поют, но я могу как-то расслышать их вайб. И то же самое с «Бабой Ягой», такими песнями. Я не знал этой истории. Когда я начал гуглить и изучать, увидел, что это старый славянский фольклор. Это интересно, привлекает внимание. Это да. Но что ты думаешь про клип «Баба Яга»? Там все стереотипы, которые давно знакомы британцам и американцам. Я думал, что они устарели, и ими сложно привлечь чье-то внимание, потому что они известны многим поколениям. Но вы внимание привлекли. Думаю, мы первая и единственная метал-группа из России, которая выступает на международном уровне. С самого начала российский тур перешел сразу в европейский тур. Я не видел много русских метал-групп. Может, еще одна? Siberian Meat Grinder. Да. Еще, может, Lost in Alaska. Но их я знаю из ребят из нашей группы. Но думаю, мы единственная русская группа на фестивалях в Европе и США. В этих турах для этой аудитории стереотипы работают хорошо, чтобы привлечь внимание. Они такого не видели. Они не видели борьбу чувака с медведем, который еще и кричит. Типа коллаборация рестлинга и музыки. Да. That's just sick. I'm from Brooklyn. I saw you at the Paramount. That's awesome. That's Holy sick. shit, it's so nice to meet you. Nice to meet you as well. Would you like a Corona? I'm good, but thank you. Oh my goodness, it's so nice to meet you. I'll see you in a little while. Yeah, your favorite song? Agony. Agony? All right. And where are you from? From Brazil? From Brooklyn. From Brooklyn. Brooklyn, New York. Oh, you guys are fucking phenomenal. Have you seen the movie, the music movie Baba Yaga? Of course. What do you think about that? It's phenomenal. Yeah? I have a lot of Eastern European roots, like in my ancestry as well. So anything that I could do to delve into it. And you like it because it's something familiar or because it's something crazy? It's something that's very unfamiliar but feels like home. Because of your roots? Yes. And what roots? From what part of Europe? Poland, Russia, a little bit of Germany. Thank you so much. It's so nice to meet you, man. Thank you. Have a wonderful show. Thank you. Enjoy the show. Многие из нашей аудитории увидят тебя, и у них возникнет вопрос об Оксимироне. Когда вы разошлись? В 2019, мы как работать, да? Мы Да. перестали, да? В 2019. Вы поддерживаете отношения? Да. Виделись вот в этом туре в Европе, когда летом. Он был на вашем концерте? Нет, у него не получилось, или у нас... Нет, мы были проездом. Вот, мы были проездом, мы встретили, у нас был day off, мы приехали к нему и встретились с ним там, скажем так. Вы в хороших отношениях? Прекрасно. А я правильно понимаю, что лейбл, например, был против того, чтобы вы Demolisher выпускали? Да, было Трек, дело. который, один из ваших главных хитов и собрал больше всего просмотров. Ну да.
Ну, блин, я верю в то, что никто никогда не знает, что там выстрелит, что не выстрелит, что круто, что не круто. У каждого есть своя точка зрения, и у лейбла тоже есть своя точка зрения, которую он может там как-то пушить. Вот. Но мы просто сказали, ребята, у нас своя есть точка зрения, и мы будем это выкладывать, там, и мы будем делать так, как нам нравится. То есть, Слушай, ну это же прям вот очень... Это классический пример того, как эти схемы не работают больше. Относительно того, что были люди, которые понимали, что будет хитом, а тут пришло поколение людей, которые сами все делают в интернете. Да. Я искренне считаю то, что нынешние артисты, у которых уже есть своя фан-база, в Инстаграме, на Ютубе, лучше знают, чем нежели всякие продюсеры, которые им говорят, что вот я из тебя сейчас рок-звезду сделаю. Они лучше чувствуют свою аудиторию, они лучше знают, что нужно делать для того, чтобы свою аудиторию расширять. Харли Дэвидсон. Как вы пишете песни? Можешь на любом примере разложить примерную технологию? Ну, я ни на каком инструменте вообще не умею играть. Я вообще сейчас учусь играть на гитаре, только начал. Но, несмотря на это, я и Джек пишем музыку. То есть мы вдвоем садимся, раньше это было как-то через интернет, он там накидает условно какой-то скелет, да, присылает мне, я ему говорю, вот здесь вот так вот, и здесь и так исправить, здесь там по-другому чуть-чуть сыграть, там напою ему там что-нибудь типа того. Вот, и таким образом рождался трек. Сейчас мы используем, как бы, имеем возможность находиться рядом, то есть мы там сидим, он открывает там свою программу, мы вбиваем там, допустим, скелет барабанов, и он начинает там какие-то рифаки придумывать. Вот, и я ему говорю, что типа вот давай там по ритмике вот так вот, потом, короче, вот здесь вот немножечко там этого добавь, вот того. Такая структура песни должна быть, здесь там вот такой хук должен быть, здесь припев там и так далее. Таким образом мы написали там последние наши треки, да. Сейчас мы пишем музыку втроем, то есть мой друг подключился, с которым мы дружим с 2008 года, он барабанщик, и он снимает мне все видосы. А, он не член группы? Он не член группы, но он с самого начала участвовал во всех вот этих вот там видеосъемках, делал контент. Он помогал мне там писать вокал, то есть я ему отправлял там записанный условно вокал, он говорил, не, вот здесь вот перезапиши, здесь вот там лучше ты можешь делать там условно. То есть он музыкант тоже, и он фанатеет по всякому тяжелому металлу тоже. Вот. И сейчас мы ему сделали рабочую визу, и он тоже с нами музыку пишет. И работает видеооператором там, и по маркетингу, то есть там в социальных сетях нас как-то продвигает, и условно идеи там новые какие-то рождаются у него постоянно. Говорю, давай вот это вот используем, давай то-то сделаем, давай это. Вот. Никита Коржов его зовут. Что сначала, текст или музыка? Музыка. Угу. Так, вы сделали клевое музло, и дальше ты думаешь, надо сделать трек «Завали ебало». Ага. Ну, есть такой у нас трек, да. Ну, я же просто так сказал. Так, и как происходит рождение? Это, знаешь, можно сказать, что через меня пишут. То есть какой-то, знаешь, поток мысленный. То есть я ловлю какое-то настроение, да, вот слушаю эту музыку, у меня возникают какие-то ассоциации в связи с этой музыкой, какая-то тематика, да. То есть на эту тематику можно подобрать какой-то там, какие-то слова, какие-то предложения. И вот потихоньку, помаленьку это вырисовывается в какую-то идею, может быть, или какое-то настроение для трека, да, и потом я начинаю уже вытачивать, то есть есть общий скелет, опять же, и идет там вот, чтобы вот в ритм, прямо вот это вот слово нужно сказать, чтобы круто звучало, чтобы это созвучно там с инструментами было. Я могу там поменять как-то слова, там как-то фразы, короче. У нас всякие разные там текста были, и там про то, что «О, сатана», там вот это вот «Ад есть сатана» и прочее. Это тоже все избытки прошлого и незрелости, так сказать. Да? То есть сейчас бы я такие текста точно не написал, но они есть, их как бы, они есть в интернете, эти наши песни, их никуда уже не уберешь. Вот. И эти текста, они, знаешь, были написаны
мальчиком, который вот я там протестую, там вот мне вот это не нравится, а вот это вот звучит там брутально жестко и пофиг, что там другие скажут, знаешь. Сейчас уже более-менее такие осмысленные, осознанные текста, и они условно такое больше творческий момент. То есть вот ты смотришь на картину, да, и другой человек смотрит на картину, и ты об этой картине можешь одно сказать, а другой человек говорит совершенно другое, да? То есть нету такого прямого посыла в текстах, нету там призыва к чему-то там или еще что-то. Это просто какая-то может быть история, может быть часть из какого-то там эмоционального состояния, какой-то ситуации там. Вот. Абстрактность, вот, абстрактность. Но тем не менее, ты когда пишешь, все равно же как бы художник закладывает что-то и автор. Вот именно в этом и заключается вся фишка творчества, что когда человек смотрит на картину, он дает ей свой смысл. Да, я как художник, я как автор никогда тебе не скажу, что я именно имел в виду. А ты можешь, например, одним предложением для себя объяснить, про что трек «Завали ебало»? Да это просто агрессия, тупо агрессия. Насколько корректно считать, что в вашем жанре текст — это в меньшей степени поэзия, Это в меньшей степени поэзия. а в большей степени это просто такая текстовая Эмоция, подложка, эмоция. оформление под мощное музло? Это эмоция. Это оформление под мощное музло, как ты правильно выразился. То есть мы играем тяжелый металл, и там невозможно писать там про то, что у тебя бабочки в животе, что ты там безумно любишь девушку свою там или еще что-нибудь типа. Хотя умудряется как-то писать, но это просто не мое. Для меня это просто вот мощь, короче, вот ты в качалку пришел, короче, вот зарядился вот этой энергией, ты выплеснул ее, короче. Прораться. Ну, типа того, да. Ты когда слушаешь нашу музыку, ты понимаешь текст? Ну, почти никогда нет. Ну, вот я видишь. понимаю, раз, два, вот счет до 6 я понял. До 6 же, да? Да. Вот, это я понял, различил. Вот, ну, соответственно, текст не играет там какую-то очевидную главную роль. Но если захотеть, то можно как бы и какой-то более осознанный, более взрослый, более какой-то целенаправленный текст написать. Я просто никогда не хотел этого делать. Не знаю. А в вашем жанре или близких к вам жанрах есть артисты, которые считаются, что прям хоть и металлисты, хоть и, но поэты? Да, конечно, есть. А кто? Про кого так говорят? Блин, знаешь группу Tool? Да, конечно. Вот, они играют прогрессив металл. Да. Вот у них текста охуенные. Я читаю их текста, я прям белиссимо. Просто Одна из любимых групп кинокритика Антона Долина. Не знаю, знаешь ли, кто такой Антон Долин? Нет. Вот, но это очень умный, достойный человек, лучше всех в России про кино. Так. Пишущий и говорящий. И он обожает Тул. Он на фестивале за ними Tool — это ездил. круто. Да, и Это я одна от него, из моих собственно, и любимых. знаю про них. Одна из моих любимых групп. Forever. И, кстати, он топит за ЛГБТ, вот этот вокалист. И видишь, как-то вот так получается, что это моя любимая группа, одна из. Не имею никаких проблем. Распространенное мнение. Уже нельзя сочинить новое в этом жанре. Yeah. Для многих невозможно понять разницу в группах, которые выступают на этом фестивале. Ты согласен? I think Думаю, it's like если ты прямо внутри этого слышишь, что разница очень большая, находишь детали, что-то тяжелее, у некоторых поп в каком-то виде, но снаружи, да, звучит одинаково. Крики, гитары, барабаны. В поп-музыке больше инструментов. В чем ты находишь мотивацию? Или для тебя разница очевидна? Да. Но я устал слышать металл. И что ты сейчас слушаешь? Мне очень нравятся ремиксы песен советского времени. Я нашел плейлист на SoundCloud Hard Bass. Я не знаю почему. Советских? Именно ремиксов, не оригиналов? Да. Серебро. Это русский, да? Fucking this song, Malo 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 to Bear with hard bass, yo, that's my shit. Как ты относишься к утверждению, что музыка в вашем жанре, она мало отличима друг от друга? И вот, например, я общался с музыкантом, который очень вам симпатизирует, вот, и вообще любит тяжелую музыку, и он сказал: Юрец, если хочешь, проведи эксперимент и послушай 20 разных групп подряд,
из этого жанра, или 20 треков разных групп подряд, и попробуй понять, сильно ли различаются треки. И действительно различаются не очень сильно. Ну да. Да. Как ты сам с этим живешь? Тебя это обламывает, или мне ты воспринимаешь похуй. как правило игры? Да, блядь, ну знаешь, Что уже очень тяжело сочинить что-то ну и особенное. чё? Да, согласен. Очень тяжело найти свое звучание и делать что-то из ряда вон выходящее. Но тот жанр, который мы сейчас играем, дэткор, он умер уже очень давно. И мы его нахуй возродили. А почему? Потому что за нами стоит не просто музыка, за нами стоит нечто большее. За нами стоит энергия, за нами стоит личность. Понимаешь? Правильно я понимаю, что ваша добавленная стоимость — это твой образ? Ну, Да, то есть вот да, чувак да. с такой историей, Ну да, да, артист, людям, да. с медведями, Согласен, масками, да, и поэтому да. вы выделяетесь. Ну да, ну как бы it is what it is, типа с этим спорить бесполезно. Если ты там условно играешь какой-нибудь там индастриал, да, много всяких различных групп, которые похожи на Рамштайн, и которые были вместе с Рамштайн и начинали вместе с Рамштайн, играли то же самое. Ну почему Рамштайн сейчас мировая группа и собирает стадион? Почему? Потому что они охуенные, потому что вот, блядь, они особенные. Но они играют, блядь, то же самое. New, блядь, индастриал метал. Назови в твоем представлении 3 главные тяжелые группы мира прямо сейчас. Рамштайн. Я считаю, что они тяжелые. У них достаточно тяжелые рифаки. Пиздец. Да. И вокал грубый такой, брутальный, мощный. Я специально говорю тяжелые, чтобы это в разные жанры были. Так, Да. еще. Slaughter to Prevail. Моя группа. Так. И третье? Тяжелый, да? Да. Пантера. У тебя есть трек, где ты просто взял и перевел текст «Рабов лампы». Я спиздил текст Рабы Лампы, да, немножечко. Но ты перевел его на английский. Нет, я Он не перевел. Нет, он русский. Я там, смотри, я использовал текст Рабы Лампы. Это песня Рабы Лампы и Юг, ода уходящего года. Я там немножечко взял, thank you. Я немножечко взял текст из этой песни и вставил в наш текст. Вот. А все, что остальное на английском, это я от себя. Вот. А ты спрашивал у них разрешение? Нет. Что надо было, да? Мне кажется, так делают. Ну, наверное. Но если вы, пацаны, смотрите, бля, не обессудьте. Но если есть претензии, можете позвонить. Ты через несколько дней после начала войны сделал заявление антивоенное. Да. Ты сам его решил сделать? Да, я сам его решил сделать. Я не спросил ребят из группы, потому что я являюсь как бы лидером, фронтменом. То есть это мое детище, можно сказать, там, условно, с Джеком, да. То, что мы собрали эту группу. И я понял то, что нужно что-то сказать, потому что, ну, молчать я тоже не мог. Вот. И я просто сказал, что я и группа Slaughter to Prevail выступают против любых военных конфликтов, какие бы они там ни были, где бы они ни были. Слава Богу, как бы я имею возможность выступать по всему миру там, со своей музыкой, да. Слава Богу, я не хочу в этом конфликте участвовать, понимаешь? Вот, но что-то говорить про этот конфликт я тоже не хотел бы, потому что, повторюсь, я не политик, не геополитик, я могу там наговорить лишнего, тем более сейчас в Российской Федерации существуют всякие разные законодательства, которые прижимают тебя за жопу, вот так вот хватают и говорят, типа, давай, уезжай. Или там, не знаю. С этого момента я очень много раз в Инстаграме говорил, в историях, типа, вот какого хуя там туда-сюда, почему это все происходит, это надо там заканчивать. Сейчас я этого вообще никак не хочу касаться, потому что я хочу сфокусироваться только на музыке, только на своем деле. Потому что я понял, что это, знаешь, пустое сотрясение воздуха. Что-то там, мое мнение выкрикивать по этому поводу, без повода. Вот. Поэтому только музыка. А тебе кто-то это объяснил или ты сам понял? Я сам понял. Мне никто никогда не объяснял, мне никто никогда не угрожал, мне никто не говорил, что вот там давай молчи. Хотя моя мама, конечно, там мои родители всегда там говорили мне, вот там сбавь обороты, ты там что. Сам прекрасно понимаешь, что
много лишнего можешь наговорить там и так далее. Сейчас такое время напряженное, и поэтому могут привлечь. Ну, вот. Потом я сам понял то, что я не хочу открывать свой рот на те темы, в которых я абсолютно дилетант. Но также я имею свою гражданскую какую-то позицию и просто какую-то человеческую совесть. А как ты это понял? Что, допустим, комментарии повлияли? Ну, просто видео про мобилизацию, например. В комментариях как бы тебе прям напихали за это, когда кто-то залил в YouTube. Да. Вот эти комментарии повлияли на то, что Да, ты... я, конечно, читал эти комментарии, и я с теми людьми, которые говорят, что ты вот музыкант, и давай дальше занимайся там своей музыкой, я с этими людьми согласен. Потому что, откровенно говоря, я выгляжу глупо, когда начинаю рассуждать и мусолить вот на эту тему, понимаешь? Но на меня не повлияли комментарии, я не из-за комментариев это начал делать, понимаешь? Я просто сам... На меня никогда не влияли комментарии, то есть я всегда читаю комментарии, условно там, какие-то самые популярные. И когда я говорил про мобилизацию, да, я там говорил, вот где вы там сейчас, там, патриоты, я имел в виду тех ребят, и вот мне это вообще никогда не было понятно, когда ты в интернете сидишь, тебе очень удобно, ты сидишь там в своей комнате, на диване, в интернете, пишешь все вот эти вещи, и когда приходит ситуация, ты типа, пропадаешь. То есть вот эти вот все вещи, которые ты там писал, то, что вот там все правильно, там давайте, там туда-сюда, а когда вот тебя поджимают, вот эти вот трусов, я не говорю, что там все такие, да, те, кто там пошел, соответственно, таких людей тоже достаточно, это их дело там и так далее. Но те люди, которые условно кричат, а потом как-то ныкаются, я вот про этих людей говорил в основном. Я забыл их название. Это ребята из Донецка с девушкой-вокалисткой, которые... Джинджер? Джинджер, да. Охуенные ребята, друзья. Наши друзья с Украины. Сейчас, конечно, с войной это пиздец. То есть, блядь, мы очень хотим с ним, допустим, в тур поехать. Ну, как ты это видишь? Вот ребята с Украины, да, и ребята с России, блядь, вместе в тур. Это, блядь, Dream Team, блядь, мечта там и так далее. Но все просто скажут, вы чё, нахуй, ничего не попутали? Типа, условно, допустим, если бы я там был украинцем, я бы сказал, вы чё, нахуй, типа, какой с вами тур? Что, ебанутый, блядь, что ли? То есть, ты понимаешь, да, это уже политика. То есть, и это просто абсурд. Но, несмотря на это, они нам друзья, мы их очень любим, мы с ними очень хорошо общаемся, и мы их очень сильно уважаем. Я говорю всегда, музыка, блядь, вне политики, но я русский, я люблю свою страну, я люблю Россию. И, блядь, я занимаюсь своим делом, своей музыкой, да. Для меня это остается отдельным. Вот, как-то так. В том же видео ты употребляешь слово «рашка». Ты употребляешь слово «рашка»? Знаешь, вот когда мы говорим на такую большую аудиторию, я бы никогда не позволил себе там говорить «рашка». Но я ничего в этом такого абсолютно не вижу, когда вот мы там с ребятами говорим вот «рашка», Россия. А что? Это что, как-то обижает кого-то? Вообще, да. Это как... Тебя это обижает? Меня это не обижает, но я не употребляю это слово, и в целом, и, надеюсь, не прозвучит патетично, но, кажется, я не общаюсь даже с людьми, которые употребляют слово «рашка», только по работе. В кругу моих друзей не может быть человека, даже сейчас, я сразу проясню когда ситуацию. Россия бомбит близкую мне страну. Смотри, сразу проясню ситуацию. Я родился и вырос в России. Это мой дом. Я русский. Мои родители меня воспитали таким образом, они вложили меня в то, что свою страну ты должен уважать, любить и ценить. Что бы ни происходило, понимаешь? Когда я говорю «рашка», я не имею в виду, что я как-то презрительно отношусь к России или там как-то, не знаю, хочу их это обидеть, там, оскорбить тем самым. Я даже без задней мысли это сказал, потому что в моей компании это было нормально сказать так. Может быть, сейчас я даже, не знаю, употребил бы еще такое слово или нет. То есть хочешь сказать, что фонетически в этом не слышишь оскорбления или эстетически? Когда мы говорим «Америка» через «О», это, шуточная форма, понимаешь? Но я уважаю Америку тоже. То есть я конкретно нахожусь сейчас здесь, иду к своей цели, свою мечту строю в Америке.
Но я имею себе там позволить говорить там в кругу своих друзей «Америка», когда мы прикалываемся, или что шуточно. Но это никак не говорит о том, что я не уважаю Америку. Понимаешь? Я понял. Ты решил зацепиться просто за это слово так сильно? Ну, не только я, там люди В комментариях? да. Ну, просто в комментариях очень много кто что там пишет, и, как я тебе сегодня уже сказал, если там читать комментарии, на каждый комментарий реагировать, это можно там, не знаю, с ума сойти. Для меня нету ничего такого катастрофического. Ну, и если это кого-то там очень сильно задело, мне не стрёмно извиниться за то, что я так сказал. Одна из вещей, которая составляет значительную часть вашего творчества, это, назовем это условно, русскость. Это и... Русская культура. Да, русские слова в английских треках и многое другое. И в том числе российский флаг на выступлениях. Ну да. Вы в Штатах выступаете с российским флагом? Да, везде. Или в Европе? Везде. Как реагируют люди? Отлично. Они сами его сюда приносят на концерты. Наши фанаты. Причем, ну, не русскоговорящие. Местные там жители, допустим, там из Германии, да, там в Канаде русские флаги приносят в честь, ну, как бы, в дань уважения. Проявляют таким образом уважение. То есть я тебе еще раз говорю, музыка и политика — это, ну... Это как армянские флаги на концертах System of a Down, если ты был хоть раз. На концерте System of a Down? Да, огромное количество армянских флагов. Где бы он ни был, хоть в Берлине, Да. хоть в Лос-Анджелесе. Блин, это круто же. У меня не было задачи как бы использовать это как какой-то план, что вот давайте там русскую культуру сделаем как в какую-то диковинку. Мы просто это делали, потому что нам так нравилось, понимаешь? И я писал текста там на английском и на русском не потому, что я там хотел как-то русский язык, там, не знаю, чтобы на него обратили внимание, а потому что я просто хочу писать на русском. Потому что я просто хочу доставать свой флаг, представлять свою страну на концертах. Потому что я просто хочу использовать наш там фольклор. Потому что я просто хочу нашу русскую культуру использовать, потому что я русский. Потому что у меня там в душе, ну, типа, это очевидная вещь. Ты замечаешь разницу между отношением к этому, к символам, например, российским в Штатах и в Европе после начала войны? Они различаются? Со стороны кажется, что в Европе к этому относятся по-другому, чем в Штатах. В Штатах вообще все равно, а в Европе все-таки это болезненнее. Ну, в Европе я же с русским флагом тоже выходил, выступал. В Нидерландах, вот на всех фестах, где вы были? Везде. И везде фанаты приносили русский флаг. То есть, я тебе еще раз говорю, вот смотри, вот одно дело идти в Европе где-нибудь там посередине там Берлина с русским флагом, например, да, и встретить там каких-то людей, которые возмутятся, встретить там каких-то людей, которые поддержат. Другое дело прийти на наш концерт. Ты идешь на наш концерт, ты знаешь, откуда мы, ты знаешь, какую музыку мы играем, ты знаешь, какая наша страна, там, какой флаг у нашей страны, понимаешь? Не на всех стримингах в России есть ваше музло сейчас. Да. Почему? Это лейбл так Нет, решил? это не связано с лейблом. Ну, это вторично связано с лейблом, потому что лейбл работает через площадку Universal, который поставляет всю музыку на площадке. А она ушла из России, из Беларуси. А мы с этим делать нихуя не можем, к сожалению. Потому что мы работаем с лейблом, который работает с ними. И до тех пор, пока у нас есть контракт с ними, мы ничего с этим поделать не можем. Когда не будет контракта, когда мы будем работать с кем-нибудь другим, или мы будем свободной птицей, появится вся музыка. Но уже новая. А старую нельзя? Только это пиратить. Пиратить не хочется. Вы выступаете на фестивале, где вторая известная группа — это Suicide Silence. Да. Suicide Silence. Да. Невозможно выговорить. Вот шла Саша по шоссе и сосала сушку. Просто скороговоркой за этих букв «С». Это одна из групп, на которых ты рос. Да, да. Но, как я понимаю, у тебя нет какого-то трепета сейчас из-за того, что они Нет. здесь. Ну, потому что, к сожалению, вокалист скончался в 2012 году. Он разбился на мотоцикле. И поэтому его сменил другой вокалист. И, ну, у меня личная история такая, знаешь, вот вокалист меняется в группе, группа для меня не существует. То есть вот Linkin Park, например. Сейчас они взяли там девчонку. Да, хорошая девчонка, хороший вокал там и так далее, но для меня это уже не Linkin Park. То же самое с Suicide Silence. То есть я там никак не говорю плохо, то, что вот зачем вы там сделали там и так далее. Ну, просто для меня это вот так вот работает. У тебя есть собака. Да. А что это за порода?
У меня есть две собаки. Одна в России, другая в Америке. Это одна и та же порода, называется американский булли XL. Булли? Да, ну, будет проще, если я скажу питбуль, только большой. Да, одна в Америке, другая в России. В России девочка, в Америке мальчик. И они не знакомы? Нет. У тебя... Пока что. У тебя есть... Вы даже Инстаграм завели для собаки? Да, для пацана. Его зовут Гац. Гац? Гац. Смотрел «Берсерк»? Ну вот это манга, аниме. Я вообще не любитель аниме, сразу скажу. Но «Берсерк» аниме я всем рекомендую. Все должны посмотреть «Берсерк». Все. Объясни, почему. Потому что это очень крутое произведение. Это просто шедевр. Шедевр. Я не буду здесь спойлерить, не буду рассказывать о чем, почему, зачем. Просто посмотрите. Вот. Там главного героя зовут Гац. Поэтому я назвал так собаку. А почему ты так открестился? Я, типа, не люблю аниме. Ну, это, знаешь, стереотип. Типа, как выглядят анимешники, там, что они там смотрят, какие... Ну, субкультура, типа. Но я же не выгляжу как анимешник. Я не открестился, я просто сказал, что по мне видно, что я не анимешник. Может быть, я бы и был анимешником, и, типа, ничего бы такого в этом не было. Просто мне кажется, манга сейчас это настолько масс-культ, что люди абсолютно разные могут быть. Это уже это со мной не про Я об этом и говорю. Я об А. этом и говорю. Ну, просто есть предвзятые какие-то мнения, особенно у людей, таких, как я, которые выросли там с поселков. То есть, ну, для меня анимешник это, типа, что? Ты скорее сам для себя проартикулировал сейчас. У тебя есть инстаграм-страничка Гатса. Да. И там, ну, на момент выхода видео не знаю, а на сейчас там первая верхняя фотография — это яйца. Его. Не мои. Ну, ты сказал, что у него больше, чем твои. Бля, это правда. У него здоровенные яйца. Но у меня возник вопрос. Он не кастрирован? Он не кастрирован. Я не собачник, и я просто думал, что все собаки, которые, ну, домашние, они кастрированы. Да нет, не обязательно. Это твой выбор, ты же его хозяин. Хочешь кастрируй, хочешь не кастрируй. Ну и многие ветеринары говорят, что лучше не кастрировать, многие ветеринары говорят, лучше кастрировать. То есть, ну, я не буду его кастрировать. Я хочу его разводить, это раз. Во-вторых, как бы, ну, чисто из мужской солидарности. Как на другана рука поднимется. Да. А вот девочка кастрированная, стерилизованная, чтобы она как бы не это, что если она там с кем-то, что-то, чтобы не залетела, короче. У тебя здесь есть оружие? Да. А какое? В общем, смотри, история вкратце. Я с 6 лет играю во всякие стрелялки, типа Quake, CS там, и так далее и тому подобное. И в один прекрасный момент я понял то, что я хочу себе купить огнестрельное оружие. Вот я играл в CS и понял, и поймался на мысли, то, что я хочу купить себе огнестрельное оружие. Я выяснил то, что в России это достаточно сложно сделать. Нужно получать лицензию, сдавать соответственные экзамены. И в России существует такая система, что ты сначала сдаешь на лицензию гладкоствольного оружия. То есть тебе дают лицензию гладкоствольного оружия, если у тебя никаких нет проблем, там, судимости и так далее, ты все сдал. 5 лет можешь купить себе 5 единиц, по-моему, гладкоствольного оружия. Чем отличается гладкоствольное от нарезное? В гладком стволе нет нарезов, то есть пуля летит не совсем точно и не совсем далеко. Она не такое мощное, как... Да, чем нарезное, допустим. И вот если ты владеешь 5 лет без всяких проблем гладкоствольным оружием, ты потом можешь иметь нарезное оружие в России. Как это случилось в Америке? Мы сюда приезжаем по туристической визе, по-моему, если я не ошибаюсь, или туристическая, или уже О1 была виза талантов. На то время я прямо горел там идеей, что я вот сейчас прилечу в Америку, и здесь все стреляют, у всех есть пушки там и так далее. Я захожу в магазин, объясняю свою ситуацию, что я здесь не гражданин, у меня нет ни грин-карты, ничего, вот у меня есть виза, короче. Вот такие дела. Мне сразу отвечают: нет, у тебя нет возможности купить. Я иду гуглить, правда ли это или нет. Все там по юрисдикциям, по вот этим статьям. Нахожу, что мне можно владеть оружием, но я не могу покупать пистолет и, допустим, дробовик, который короткий. То есть, если длина ствола, если я не ошибаюсь, там 70 сантиметров, то я могу купить, если у меня есть разрешение на охоту. Я сделал себе разрешение на охоту, я пришел туда к ним, сказал: давайте мне продавайте стволы. То есть я купил себе АК-74,
я купил себе МП-5, я купил себе СКАР, я купил себе АР, я купил себе здоровенную снайперскую винтовку вот такую, которая бьет 50-м калибром там, на 2 километра. За один приход в магазин? Не, это очень дорого. А сколько каждый стоит? Ну вот приблизительно плюс-минус АК будет стоить в районе $1000, там, 1200. Так. Это в зависимости Винтовка. от того... Да, винтовка, ну, АР-ка, допустим, ну, хорошая АР-ка, вот прямо хорошая такая АР-ка будет стоить порядка $4000. Если плохая, ну, 1000. Где ты стреляешь? Только в рейнджах? Только в рейнджах, конечно. Только в рейнджах и можно стрелять, в принципе. Но здесь как бы... Я сам живу в штате Флорида. Кажется, то, что вот вся остальная Америка и Флорида — это вообще разные вещи. Вот. И в штате Флорида существуют свои законы по оружию. Если я не ошибаюсь, ты там можешь защищать свой дом, там, если кто-то грабитель там ворвется в твой дом, ты можешь его спокойно там захерачить. И тебе условно за это ничего не будет, если ты докажешь, что он там хотел увечить тебя нанести, там, ограбить тебя там, и так далее. Ты можешь спокойно ездить на машине, и у тебя будет просто ствол вот так вот лежать на соседнем сиденье. Вот, то есть в России такого быть не может. То есть у тебя там существуют определенные какие-то условия перевозки, условия хранения, условия там использования там, и так далее. Там с этим все гораздо строже. И мне больше нравится отношение к оружию в России, потому что оно серьезней. Там подход намного серьезней и ответственнее. Вот. И не дай бог, допустим, если я в России потеряю оружие, это уголовная статья. То есть меня посадят в тюрьму. Если здесь я потеряю оружие, я просто звоню в полицию и говорю, ну вот, блядь, украли условно, все. Вот, и когда я здесь на шутинг-рейндж приезжаю, меня это очень сильно удивляет. Не везде, но есть такие шутинг-рейндж, допустим, там 10 лет пацан, там 6 лет пацан, и они уже наперевес с АР-кой ходят. То есть их там родители учат туда-сюда. Но есть и такие люди, которые просто там первый раз оружие в руки берут, и они направляют ствол там друг на друга. У них там... Ты прям видел это? Ну, конечно, это все при мне происходило, поэтому я, ну, типа... У меня такая реакция неоднозначная была. У них все это посвободнее, так скажем. И это плохо, мне кажется. Типа не так ответственно. Да. Ну вот прикинь, ты как турист или как там, не знаю, работник, ты прилетаешь в другую страну, да, там, условно, и можешь себе купить снайперскую винтовку, которая бьет на 2 километра 50-м калибром. Типа, ну это же, блядь, пиздец, абсурд, нахуй. Но ты им воспользовался. Конечно. А зачем? Ты можешь коротко объяснить, зачем тебе оружие? Я не знаю, ну просто это по фану, знаешь, вот я говорю, я вот против охоты, например, да, но это не мое дело, если там охотиться, кто-то любит поохотиться. Многие говорят, вот ты там что там стреляешь, ты крутой, да вот иди на фронт. Да, блядь, мне это нахуй не надо. Я этим занимаюсь ради фана, ради удовольствия. То есть у меня нет такого, то, что я крутой там тайфгай, я там супер спецназер, я сейчас там покажу, какой я крутой. Нет, мне просто... Я играл в Counter-Strike, и мне захотелось купить оружие. Мне захотелось точно так же пострелять, понимаешь? Я не могу себе объяснить это иначе, почему у меня какое-то чувство такое возникло, что мне нравится там оружие. Из-за игры. Тебе предъявляют. Ты против войны. Ты сделал заявление, что против любой войны. При этом люди, там, с одной стороны, включают твой клип, где танки, калашников и все остальное. С другой стороны, слушают про то, как ты рассказываешь про оружие с любовью и со всем остальным. Ну да. Нет ли здесь несостыковки? Спрашивают тебя люди. Ну, конечно, люди спрашивают. Я понимаю, почему они спрашивают. Потому что, когда ты смотришь на меня, у тебя появляется некий такой несостыковок. То есть я там выгляжу брутально как-то, но на самом деле я очень неконфликтный, очень открытый, очень наивный там и так далее. То есть парадокс. Вот. Это из этой же серии. Вот все, что я делаю там на сцене, вот эта максимальная агрессия, там, крутизна пушки туда-сюда, можно сказать, что это образ, но это я настоящий, потому что это мне нравится. Но я не пойду на войну, потому что это мне не нравится. Я не хочу убивать людей, не хочу быть убитым. Мне не нравится насилие, но мне нравятся кулачные бои. Потому что ты сам подписываешься со мной драться. Это адреналин. Мне кажется, что это немножечко другое. Мне кажется, это вообще совершенно другие вещи. То есть это то же самое, вот если ты в Counter-Strike играешь, то тебе, наверное, нравится убивать людей. Нет, ну это, блядь, игра, это другое.
тебя же уже был бой на кулаках, но это что-то вроде тестового было, да? Ну да, я просто захотел подраться, позвонил своему знакомому тренеру, который мог это организовать, сказал то, что я хочу выступить на голых кулаках. Он сказал, не вопрос. Искал мне оппонента в моей весовой категории. На то время я был 185 ЛБ, это... 85 примерно. 85 килограмм, да, плюс-минус 84-85. Сказал, базар-вокзал, найдем тебе оппонента. Сколько нужно времени для этого, для подготовки тебе там и так далее. Я обозначил, по-моему, около 2-3 недели. И получилось так, что двое оппонентов моих слились, отказались, что-то у них случилось. И один согласился, но он весил 200 плюс ЛБ, то есть там условно 100, 105, 110 килограмм. Я согласился. Вот, и так прошел мой первый бой на голых кулаках. То есть я его победил, кстати, слава богу. Вот, и слава богу, без травм. Сейчас я хочу выступить в промоушене, называется Bare Knuckle FC. Кстати, Конор Макгрегор один из соучредителей этого промоушена. То есть... Ну, это самый известный промоушен, где бьются на кулаках. Да. Ты сказал, что вы уже договорились, и тебе подобрали соперника. Контракта еще нету, у нас с ними ведутся переговоры. Подобрали соперника, да, соперник будет Кимбо Слайс Джуниор. Я уже говорил, что Кимбо Слайс, царство ему небесное, это его отец, уличный боец, здоровый тип. Прославился тем, что на Ютубе вместе с ним есть ролики, где он на улице дерется. Типа а-ля бои без правил. Его заметили, он подрался несколько раз, если я не ошибаюсь, в UFC. К сожалению, он скончался. По-моему, это был сердечный приступ или что-то типа того. Вот. И у него сын есть, Джуниор. Скорее всего, он будет моим оппонентом. Это история про деньги или про резонанс? Ну, это точно не про деньги, потому что с музыки я больше зарабатываю, чем заработаю с этого боя. Это история про мои какие-то личные достижения и плюс резонанс. Пиар, там, я не знаю, для моей группы, потому что никто этого еще не делал из музыкальных исполнителей, по-моему. Вот. Порядок цифр, которые получают в промоушене. То есть ты за этот бой получишь там до 50 тысяч долларов, больше 50 тысяч долларов. Не хочу об этом говорить, потому что я не знаю, контракта еще нету. Суммы, знаешь, разнятся. Я так скажу, то, что бойцы, плюс-минус, которые известные, они получают 10-15 тысяч долларов. Которые известные бойцы. Которые неизвестные бойцы, максимум 5. Которые суперзвезды промоушена, слышал от 500 тысяч долларов до миллиона. Мы сейчас про Bare Knuckle говорим. Да. В российских промоушенах много денег сейчас, особенно там, где каким-то образом задействованы селебрити. Если тебя позовут в российский промоушен, тебе это может быть интересно? Да я не хочу так далеко заглядывать. Мне надо сначала сконцентрироваться на этом бою. Знаешь. А так, я бы залетел, наверное. Залетел? Ну да. Ты смотришь UFC? Иногда. Кто твой любимый боец? Вообще? Федор Емельяненко. Почему? Потому что детство? Ну, во-первых, потому что он всегда был таким неким андердогом, и он всегда выходил против просто космических каких-то размеров ребят. Да я не знаю, у него просто аура какая-то вокруг него такая, знаешь, жесткая, такая мужская. Он такой скромный, всегда там каменное лицо, дисциплинированный, показывал всегда крутые бои, не знаю. А эта аура мужская, это тебе близко? Ну да. Как ты к Конору относишься? Я, не стал бы себя вести так, как он. И мы с ним далеки друг от друга по каким-то моральным принципам, ценностям. Но я точно знаю то, что без Конора не было бы такого масштаба смешанных единоборств. Без Конора, без Хабиба, без их противостояния. Что ты имеешь в виду про «не стал бы себя так вести»? Вызывающий трэш-ток, как он позволяет себе оскорблять, там, на личностные оскорбления переходить. А моральные ценности? Это и есть моральные ценности. Я думаю, вдруг что-то из поведения. Это же его личное, как бы.
Ты когда, вот знаешь, выступаешь, говоришь на большую аудиторию там и так далее, то есть, ну, существуют какие-то границы дозволенности, которые мои родители в меня вложили с самого детства, и они не соответствуют вот с тем, что я вижу, что Конор говорит, допустим. Конор или Хабиб? Хабиб. Вот в этом последнем туре с Five Finger Death Punch и Мэрилином Мэнсоном я взял с собой персонального тренера, который уже имеет 7 боев в кулачных, вот в этом промоушене BKFC, Джейк Боствик. У него погоняло The Brutal. Вот. Такой жесткий, коренастый. Он, кстати, мог бы быть моим оппонентом. То есть он изъявил желание, я тоже изъявил желание. Что-то так получилось, что он стал моим тренером. Очень круто, что я сейчас могу себе позволить просто взять персонального тренера к себе в тур. И вот он там лапами держал, спарринги, опять же, общая физическая подготовка, там какие-то упражнения специфические он мне показывал. Человек проехал с тобой всю Америку? Да. Просто для того, чтобы ты мог раз в день тренироваться? Да. Вау. Круто. Слушай, ну это прям такой это уровень. Флекс рок-звезды уже. Да. Ну, знаешь, я считаю то, что это моя инвестиция. То есть я не боюсь тратить большие деньги в то, что в последующем мне приносит еще больше, понимаешь? И это в первую очередь мне интересно. То есть я когда начал музыкой заниматься, я же не думал о деньгах. Я не думал, что я в футболке там начну продавать и маски. Я вообще об этом не думал. Я думал о музыке, и я до сих пор думаю о музыке. И когда я думаю о боксе, я не думаю о деньгах, я думаю о боксе, понимаешь? Это уже второстепенно, это уже как бонус, очень приятный бонус, потому что всем нужны деньги, и мне 31 год, у меня как бы семья, то есть я же, блядь, не глупый мальчик. Понятно, что я должен зарабатывать, и понятно, что я знаю себе цену, я знаю, как зарабатывать деньги, но что вот за душой и в душе, это в первую очередь музыка и какое-то желание где-то себя проявить. Принимал ли ты фарму, когда качался раньше? Да. Когда раньше качался? Здесь, в Америке, принимал фарму. Здесь как бы можно к любому доктору, условно, там, который бизнес делает, на тестостероне прийти и сказать: хочу тестостероновую терапию. На, пожалуйста. Там, сдавай анализы раз в 3 месяца, условно, на гормоны, на общий анализ крови. У тебя там уровень тестостерона в небесах. Ну, то есть как бы в пределах референсных значений очень высокий. Сейчас я не на фарме. То есть я не собираюсь выступать на фарме. Я как бы... Так, а что дает тестостерон? Ну, вот, который... Это инъекция? Ну, ты можешь как бы... Таблетированный тестостерон бывает, мази, по-моему, насколько я знаю, инъекции. Так, окей. А что он дает? Тестостерон дает тестостерон. То есть уровень тестостерона. Но как меняется твоя жизнь? Да, то есть, вот если, грубо говоря, если у тебя все в порядке... От своего опыта, да, скажу. То есть лично у меня был прогресс в силе, в первую очередь, да. Мышечная масса увеличивается. То есть энергия. Ты намного энергичнее и стрессоустойчивее. В принципе, когда у тебя вот такой вот образ жизни, как у меня, когда ты находишься там месяц-два в дороге, когда ты ешь хуй пойми что, когда ты не спишь вообще там неделями, да, когда ты выступаешь, когда у тебя вот эти вот все вещи вокруг тебя, это огромный стресс, и это очень изнуряет организм. На тестостероне было легче все это переносить, понимаешь? Ну, это типа допинг выносливости. Ну да. Я слышал, что многие, в том числе в шоу-бизнесе, здесь на нем сидят. Да здесь поголовно все на нем сидят. Это большой бизнес. В России немножко все иначе. Там тебе тоже может доктор выписать тестостероновую терапию там, и так далее, но там немножко по-другому на это все смотрят, немножко с осторожностью. Вот. Здесь более там, массово, такой тренд уже, знаешь. Как ты к этому относишься, что здесь это легко доступно? Да я никак к этому не отношусь. Но я свой выбор там как-то делаю. Говорить то, что я как-то там это порицаю или поощряю, не. А как ты сам ощущал? От него может быть зависимость? Своего рода, да, конечно. Когда твой уровень жизни и твое качество жизни было условно вот здесь, вот, а потом ты как бы без буста чуть-чуть пониже, вот эта разница чувствуется. И хочется, конечно, там, чтобы опять лучше качество жизни стало. А ты сейчас этого не делаешь только потому, что у тебя бой впереди? Да я просто решил для себя отказаться от этого.
потому что я молодой. Ну, в плане спортивной карьеры я, конечно, уже не молодой вообще. Там, начиная с детского раннего возраста, 6 лет в этом во всем спорте, в единоборствах. Относительно вообще, в принципе, я молодой. Я думаю, то, что у меня организм как бы и так может хорошо вырабатывать тестостерон. И когда я начал этим заниматься, промышлять, наверное, скорее всего, я поторопился и принял решение импульсивно тоже, знаешь. Я такой человек, который принимает очень часто импульсивные решения. Такой человек, который сначала делает, потом думает. Вот. И я пытаюсь с этим бороться, как-то остепениться. Вот эта вот моя горячая голова, молодая, она потихоньку начинает остывать. А на тестостероне ты еще чаще себя так вел или наоборот реже? Да нет, я был более спокойнее и рассудительнее. Ты честно отвечал на вопрос, например, когда мы говорили про там забитую татуировку и все остальное. И прошу здесь тоже честно ответить. Да. Оружие, борьба там, с дикими животными, шрамирование, прочие вещи, атрибуты такого брутализма. Боевая собака. 2 боевых собаки. 2 боевые собаки. Одна в России, другая в Шива Штатах. в России, Гац в Америке. Сколько в этом органичного, а сколько в этом работы на образ? Органично? Типа, естественно. Все, то, что... органично все. Вот ничего работы на образ здесь нет. Честно, я не притворяюсь, я такой, какой я есть. И некоторым людям это не нравится. Ну и хуй с ними. То есть некоторые люди говорят, что я там что-то притворяюсь. Блять, я же не буду всем доказывать, что я вот такой настоящий. То есть, если бы у тебя не было Инстаграма, где бы ты все это подсвечивал, но были бы там возможности покупать да оружие и собак, в было моей бы так жизни же? ничего не изменилось. Да, конечно. Но все, кто меня знают, все мои родственники, друзья там ближайшие, они относятся вот именно ко мне, как вот Саня Шоколай, ну, чего удивляться. Понимаешь? По впечатлению, аудитория взрослая. Более ли она платежеспособная, чем, например, на хип-хопе? Сильно более. Я не готов утверждать за барную выручку, но вот за мерчевую выручку я могу сказать, что это очень-очень-очень сильно больше того, что обычно может позволить себе отечественный поклонник металл. Ну, а есть там средний чек, который они готовы тратить? Я думаю, что в районе $500-600 на человека. За покупку? А если это семья, типа там, не знаю, какая-нибудь маленькая дочка, взрослый сын, и мама, и папа, и, может быть, даже где-то в каких-то случаях дедушки и бабушки, то это может быть за $1000 вообще на изи, легко. За заход, за покупку? Да, за покупку. И более того, они здесь не чураются оставлять чаевые, да? То есть это, в принципе, практика довольно популярная в Америке. То есть тут полчека всегда это чаевые. И на чаевых, конечно, именно на мерче, когда мы первые концерты делали здесь и увидели, сколько нам оставляют чаевых за ночь, это колоссальная сумма. Мы говорим про концерт или про концерт? Про концерт. То есть концерт, и они оставляют это в коробочке для... Нет, в коробочке как раз они оставляют в общей сложности $200 налички. Да. Там просто устройства, которые... карты, когда платят. Да, точно так же, как в ресторан. Да. Когда люди выбирают, сколько оставить на процентах. То есть там у них есть выбор 15, 20, 25, 30, 35, и они могут исправить эту сумму, но никто не исправляет, всегда нажимает максимум и оплатить. То есть это колоссальная культура, и это именно в поддержку. То есть, Ну, они так донатят группе, по Они сути. в курсе, что эти деньги уходят в группу. Не на всех мероприятиях, конечно же, на более там серьезных больших стадионных это все уходит одной корпорации, которая делится с группой. А вот первые наши концерты, когда мы independent все делали и продавали мерч сами самостоятельно, мы видели всю внутреннюю подноготную эту историю, включая чаевые, и мы вообще были в шоке. Приятно удивлены. Бывает ли у металлической группы корпоративы? Затрудняюсь ответить, но
У вас бывали? Нет, ни разу, и вряд ли бы мы согласились. Но месяц назад нас кто-то приглашал на корпоратив, и мы все дружно улыбнулись. Ну, неожиданно. Не, честно. а если какие-нибудь айтишники с Кипра? Вот именно айтишники с Кипра. Ты был прав. Да. И вы не поехали? Ну нет, ну, камон. А, это типа западло. Саш, западло это? Да нахуй. Не ради денег история, а ради вот этой толпы в первую очередь. Что там, блядь, на Кипре нахуй? Ну, конечно. Вот такое шоу устроить. Это цирк больше. Ну, не знаю, это как-то не true, короче, не про нас. Вы только что проехали тур с Мэрилин Мэнсоном. Да, А, точно. вам удавалось с ним пообщаться? Немножечко. Он такой скрытный сам по себе. И мне кажется, ему там лет под 60 уже. Мне кажется, ему все это поднадоело изрядно. Но он проявлял уважение, он здоровался. Он вообще там в конце меня обнял. Пару слов там перекинулись. Короче, я когда первый раз его увидел, когда у нас первое шоу было, он вышел из автобуса, и я охуел. Потому что вот тот Мэрилин Мэнсон, которого мы все видели на MTV, это тот Мэрилин Мэнсон, который есть сейчас. Но был промежуток временной, когда Мэрилин Мэнсон был просто в безобразной форме. Он очень плохо выступал, безобразный образ жизни вел. И просто его все там начали дехайпить, булить, типа, what the fuck is going on with you, dude? Короче, блядь, он взял паузу на 10 лет, что там случилось, какие-то обвинения на него начали вешать. Да, что-то типа того. Вот, он на 10 лет пропал. Первый тур, который он сделал, вот после вот этого промежутка, это вот тур с нами, с Five Finger, и он просто в потрясающей форме. Он привел себя в порядок, он выглядит очень молодо, у него вокал просто ебейший. Выступление, перформанс, белиссимо. В общем, респект чуваку, он очень сильно поменялся. Очень сильно поменялся, мне кажется, в голове тоже, потому что очень много историй про него, всяких разных, рок-н-ролльных. Типа он там мог чуть ли не в автобусе насрать и сказать: убирайте нахуй. Просто для прикола. Ты такое слышал где-то? Ну, короче, я не буду ничего рассказывать. Так говорят. Но он был лютым типом. Ты бы с ним не хотел турить, короче. Ты бы не хотел на нем работать, стопудово. Ты же знаешь главный вопрос, который касается Мэрилина Мэнсона из нашего детства? Про ребра. Мне Да. кажется, это все хуйня, но, блядь, я не удивлюсь. А я правильно понимаю, что в вашей команде вы весь тур ехали и обсуждали это? Да нихуя мы постоянно? это не обсуждали. Ну, типа, первые там, Ну, 2 дня пацаны просто... говорят другое. Да? Да. Может, Первые без 2 меня дня. обсуждали, может. Что первые 2 дня? Ну, первые 2 дня, типа, а чё, в натуре, что ли, вы думаете, что он вот так вот, там, типа, ребра удалил? Мне кажется, это все чепуха. Поэтому это, знаешь, ну, это слух, который ходил не только там в России, а ему барабанщик, не барабанщик, а вокалист Five Finger Death Punch подарил огромный торт в виде 2 ребер. И он такой, типа, what the fuck is this? Тот такой, типа, ribs. Да. Он нам подарил огромный торт в виде медвежьей головы. Здоровенный такой медвежий голова. Чувак из Five Fingers? Да. Айван. Его зовут Иван, Так, кстати. вам он просто подогнал... Медвежью голову, здоровый торт. Огромный. А ему ребра, нахуй. И что сказал Мэрилин Мэнсон? Мэрилин Мэнсон, он такой, типа, ха, кул. А, он понял шутку. Ну, он понял, конечно, почему. он нормальный чувак, типа. Он все понимает. Ну так там и надо было спросить. Надо было сказать: Мерлин, это правда или нет? Ты прости. Я к нему очень уважительно, типа, здравствуйте, там, сэр, Мэрилин Мэнсон, туда-сюда. Вот, и в конце концов, там, были последние уже выступления, он такой, типа, я ему тянул руку, говорю, там, how you doing, sir? Он такой, иди сюда, я обнял, короче, меня, я такой, бля, заебись. Выглядит это круто, да? Но на самом деле это максимально некомфортно, и это очень тяжело, потому что, во-первых, ты в ней толком ничего не видишь. Как будто сидишь, как в танке, у тебя вот такая вот щель, видимость. Плюс на глазах у нас сетка, соответственно, это тоже гасит видимость. Дальше что? В ней нечем дышать. Вот. Пить приходится через трубочку, потому что, у нас хотя бы челюсть открывается. Вот. И лично для меня самое такое проблемное, как проблемное, это то, что весь сет, мой нос, он вот так вот находится. В этом мало чего приятного. Но искусство требует жертв. Искусство требует жертв, да. Зато 100 из 100 для фотогеничности. Главная особенность, которую я забыл сказать, мы все используем вот такие вот повязки, а-ля как у теннисистов, потому что под маской потеешь, и если пот попадает на сетку, то вообще ничего не видно. А вот это вот как-то предохраняет, да.
Вот такие вот. Здоровья! What's up, man? How are you? Great set, guys. Oh, thanks, dude. There you go. We played okay? Oh, Легенды. Кругом вокруг одни рок-звезды. Да. И даже они говорят по-русски? Ну, здоровье. Нет, только вот это вот. Обалдеть. Ну, может быть, естественно, кто-то из них может на 3 веселых буквы послать. Я уверен, на этом все. А кто-то же из них из золотого состава тоже? Не кто-то, а много. Вот это оригинальный. Да, то есть, вот смотри, вот стоит один оригинальный гитарист. И вот это два было басиста, гитариста не оригинальные. Да. Поэтому для меня, типа, вот эти вот люди, они очень значимы для меня и очень респектабельны. А все остальные, вот, допустим, вокалист, у них и сейчас из All Shall Perish. Очень крутая группа. Но это уже просто другое. То есть, ну, для меня Suicide Silence уже другие. Тот вокалист из All Shall Perish, я считаю то, что он очень крутой в All Shall Perish. Ну, а вот это уже не то. А вот эти оригинальные члены группы, они для меня очень много значат тоже. Для меня то же самое, вот я сегодня, когда сюда приехал, встретил Тима Ламбезис, это вокалист группы SLA Dyne, и как бы он со мной поздоровался, мы начали общаться. Он даже помнит, что мы с ним виделись на концерте в Сан-Диего в 2019 году. А я вот точно так же, я на их музыке учился на барабанах играть. Вот. Это прям, ну, для меня это очень значимая личность. Тут говорили про татухи, и то, что с масками Саши бьются очень много. Тысячи. Да. Я думаю, что уже, возможно, десятки тысяч. И у тебя дебют случился? Да, вот на днях со мной сделали первую татуху. С тобой? Со мной прям, да? А на какой части тела? Вот так вот прям. Очень качественная работа во всю ногу. И я такой, офигеть. Это очень необычное и новое ощущение для меня, когда понимаешь, что тебя человек увековечил на своем теле. Как бы у меня бывало уже, что, знаешь, вот как вот сегодня было, что подошел парень, фанат, у него там есть татуха маски Саниной нашей, да, и он просит расписаться и сделать татуху. Вот я сегодня, ну, такое уже бывало. А чтоб прям взяли твою концертную фотографию и набили на себе, это что-то новое было. А он барабанщик сам? Да, ну, такой любитель, то есть, вроде как я понял. Я не знаю, это просто фанат. Ну, ответственно. Ну, респект. Это очень приятно. И это, ну, я говорю, то есть, это новое ощущение для меня. И это круто. What plans? Какие у тебя глобальные планы со Slaughter to Prevail? The whole world. Весь мир. Like, tour, Арены и стадионы везде. and then stadiums, like, across the whole world. Распространять месседж, This music, объединить connect людей. people, А какой месседж? like positivity, Позитивности. Становиться лучше каждый день. becoming a better person, Лучше, чем ты был за день до этого. being a better person you are each day. В общем, всякие позитивные вещи. This kind of thing, and И это немного отличается от многих других метал-групп, which is kind of different from a lot of the metal которые groups about про выпивку. drinking Реально? Они поют про это? yeah. Да, много. Yeah, I think a lot of bands. А откуда ты знаешь? Ты понимаешь Да. тексты? I Google. Я гуглил. Я, Саша, сказал, что моя задача здесь
это две задачи. Первое — Грэмми, второе — собирать стадионы. Пока мы этого не достигнем, я свою работу считаю невыполненной. А стадионы — это что такое стадионы? Это 10 10 тысяч тысяч плюс. 10 тысяч плюс. Сейчас мы плюс-минус можем какие-то арены собирать, там баскетбольные, небольшие ангары на 4-5. То есть у нас на следующий год стоит задача такая. А в целом, я думаю, что мы уже очень скоро 10 тысяч плюс и по всему миру. Тебе сейчас 31. Да. 93-го года я, 31. Да. Кем ты себя видишь в 40? Я не знаю, что будет завтра. Ну, я вообще себя вижу, ну, типа, вокалистом, который знает весь мир, который оставит в музыкальной индустрии, в тяжелом металле, как минимум 2 значимых альбома. Вот прямо таких, знаешь... Именно 2? Как минимум. Хотелось бы. Пока эта цель не будет достигнута, я не успокоюсь. Вот. Поэтому 40, 50 там лет, это не важно. И финальное. В чем сила? В Боге. Что ты так на меня смотришь? Я верю в Бога. А в какого? В своего, можно сказать. То есть я не отношусь никакой... Скажем так, смотри, я крещенный. У меня семья православная. У меня мама очень сильно религиозная. Она там постоянно ходит в церковь. Там. С этим я никаких проблем вообще не имею. У меня очень много знакомых там мусульман. Я Бога нашел 3 года назад для себя. И для меня это сокровенное. То есть я не хочу там об этом как-то говорить, вещать там и так далее, но просто хочется сказать, что я бы не хотел себя относить ни к какой конфессии, религии, но я верю в Бога. И я знаю и убежден в том, что вся сила от Бога.